4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Всем привет, вы на канале Польза Стрим, и меня зовут Саня, и здесь только самые подробные прожарки в онлайне, мы тестируем устройство. На данный момент это Redmi K70 Ultra. Что это такое? Это что-то, что выбивает 2 миллиона баллов в Antutu, это что-то, у чего 120-ваттная зарядка, что стоит примерно так же, как и Poco F6. Вполне возможно, это Poco F6 Pro, вполне возможно, точнее Poco F7 в перспективе, либо это Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus какой-нибудь, либо третий вариант развития, я считаю, что это может быть как вариант Xiaomi 14T, но очень сильно вряд ли, учитывая убогую фронталку, она здесь 1080p 30 fps, будем называть вещи, как говорится, своими именами. Обзор на этот смартфон вы увидите послезавтра. Завтра на основном канале Польза.нет вы увидите топ-10 смартфонов до 20 тысяч рублей. Все, кто сюда пришли сейчас, я вас поздравляю, ваш IQ выше 80. Вы можете установить программы двумя кликами, которые позволяют вам использовать интернет. И в перспективе, скорее всего, тоже позволят использовать. За что вам огромное спасибо и нижайший поклон от всех, кто делает на YouTube какой-то контент, а особенно техно. Почему я акцентирую внимание на техноконтенте? Потому что любая вот эта железяка, допустим, смартфоны, мы обозреваем не только игры, мы обозреваем не только то, каким образом они красивые, но опять же, вы же не только рекламные ролики смотрите, но и, допустим, показываем примеры съемки и видео. Понятно, что мы, блогеры, выгружаем это все потом куда-то, но сравнение конкретно видео в фото и фотовозможностей абсолютно бесконечно бесполезно, если это не YouTube. Все остальные платформы на данный момент, куда я гружу, а это Zen и это ВК, это шляпа. То есть они шакалят видео до такой степени, что смысл смотреть обзоры на смартфоны нулевой. Даже то качество, которое, не знаю, там при помощи камеры снимаю и рассказываю и показываю, вы видите жалкое подобие левой руки, кто помнит анекдот. В принципе, рассказал, и это только начало, это еще YouTube полностью не заблочили. Так что все, кто хочет помочь каналу, есть вторая ссылка, польза скидки. 19 августа там начнутся сейл. И момент сначала, с одной стороны, я вам скажу, за 18,5 там можно будет купить Poco X6 Pro. Польза скидках уже разместил. Плюс там новые часы от OnePlus 2R. И первые 2 часа будет цвет, блеск, красота. Но из того, что я купил на прошлой распродаже Poco X6 Pro, мне так и не отправили, мне пришлось сейчас доплатить 5000, обещают отправить 12512, который мне не нужен, но он уйдет, напоминаю, что на розыгрыш скорее всего, хотя может быть я и куплю обычный, а этот продам. И второе, GT6 мне один послали, GT6 второй китайский мне не послали. Один уже пришел, а второй меня кормят завтраками, несмотря на то, что я пишу, я ютубер, я всем расскажу, там еще что-то. Ну вот это мое нытье уже под конец, просто неделя осталась до моего получения, по идее. Они даже не отправили. Мне интересен был эксперимент. Если я, допустим, миллионному магазину хотя бы скажу, что я блогер, как-то не повлияло. Им по барабану. То есть покупайте и надейтесь, что вам отправят. И таких моментов, к сожалению, много. Их освещать в телеге скидок буду. Это выстрел в ногу себе. С одной стороны, да. С другой стороны, а за счет чего у меня там 109 тысяч нас человек собралось, правильно? Как раз за счет вот такой странной информации. Или информации будет сейчас выходить Realme 13 Pro Plus. Как вам будут его продавать? Сразу говорю. Телевик лучше, чем у айфона. Все, что может сказать Realme. Почему? Потому что они до такой степени оборзели, что они даже процессор там не поменяли. Просто такие, а мы все равно вам продадим, потому что YouTube заблочен, а на ВК вы будете смотреть рекламные ролики. Вот. Ну и по-любому они сейчас их разошлют, расскажут, как о них рассказывать. Народ бедный купит то же самое через полгода. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. Даже проц тот же. И все будут рады. Это я вам спойлерю. Если кто-то понимает, о чем я говорю, потом в комментах напишите, интересно ли такое. Если не интересно, наверное, на стримы и не приходите. Или вы вырубаете звук и потом смотрите просто результаты. Потому что мы сегодня даже его заряжать будем в онлайне. Сейчас я покажу, что мы будем с ним делать. Смотрите, для начала на 3D Mark это особо не влияет от того, что он у нас полностью разряжен. И единственное, он у меня грелся. И, наверное, для этого мне надо термометр. Ну ладно, потом в процессе найду.
Термометр. Так, тепловизор, термометр. Потому что у меня уже 12:30 ночи, и я уже делал обзоры сегодня. Давайте вот это, догоняем его до нуля, а потом я его при вас заряжу уже, кстати, не первый раз, родной 120-ваттной зарядкой. И мы засечем, за какое время он реально заряжается, чтобы вам потом не рассказывали в рекламе 20 минут, а там как бы не 20 вообще, даже рядом. Так, даже с 3 буквами по Wi-Fi не работает. К сожалению, Серега скупой платит дважды. Почему? Потому что, если вы покупаете что-то, спросите у моих администраторов, существуют уже 3 буквы хорошие и для телевизора, смарт-ТВ, и для телефонов, и для компьютеров. Я, допустим, пользуюсь одним уже 7 лет и просто ставлю на 7 устройств. Можете складчину с кем-то просто 2-3 человека взять один и использовать. Платный. Вообще не грузит. Надежда, ну, тогда переходите на много куда, только там стримить невозможно вообще. И, к сожалению, я на данный момент даже не вижу варианта развития событий для себя, потому что, опять же, без обид, я понимаю, что кому-то лень залезать и в собственные серваки поднимать, и платить за то, чтобы иметь доступ к информации. Ну, вот статистика моя на YouTube говорит, что все, кто интересуется техникой, на 99% освоили 3 буквы платных, и все. Вот. Вопреки всему и несмотря ни на что, жду топа по видео как зарплату. Топ по видео уже почти готов. Арчи Грин, мы не шутим над этими вещами. Напоминаю, что всем огромное спасибо, кто пришел. Опять же, сейчас идет процесс обучения населения доступа к информации, потому что все эти ролики смешные по поводу того, как подкручивать. Я сегодня только 2 ролика смотрел, я не буду говорить какие, просто тупо бытовые. И подумал, вот, а если бы у меня был головняк, чтобы это смотреть, где бы я это нашел? А больше нигде. То есть, ну как бы, ну окей. И прикиньте, сколько людей, контент-мейкеров, просто даже не тех, которые что-то плохое снимают, а вот что-то хорошее, у кого-то креатив какой-то, они выгружают, видят там эти 100 просмотров. А ты 100 просмотров в ВК не увидишь, если ты не заплатишь. То есть ты просто убиваешь у общества креатив наглухо, потому что эта платформа, на которой мы сейчас общаемся, к сожалению, это единственная в мире платформа, которая позволяет так креативить. Не считая, окей, тиктоков китайских, и в Вичате в китайском вроде бы есть тоже креативы, есть креативы в локальных азиатских платформах, допустим, Бига, еще что-то. Не буду их рекламировать. Почему? Потому что сам не совсем понимаю, как они работают, но они есть. Но они по уровню распространения, если вы на Тьюбе до сих пор выгрузите что-то интересное, вас прорекомендуют, и вас будут смотреть. Если вы выгрузите что-то на ВК, у вас будет, как у меня, магическая кнопка «Продвигать». То есть заплати, чтобы тебя посмотрели. Вот такой вот подход. SAS-Lark, возможно, причина всех этих штуковин, что пока не замедляют, потому что ВК уже тормозит. У меня очень много комментариев на YouTube. Если у вас ВК отлично работает, это супер. Я, допустим, вижу и мои знакомые, особенно кто видит, допустим, Игорь, кто видит исходники видео, говорит, что ВК с ним делает. Ну, то есть ВК просто кошмарит видео, шакалит его в состоянии из разряда хлам и выгружает. И потом вы видите это 4К, но это не то качество, которое вы увидите на YouTube. Опять же, вполне возможно, они сейчас за счет отсутствия конкуренции, ВК, Рутюб, платформа, всех их рекламируют. Дзен, к слову, и ВК это один и тот же владелец, я думаю, сервера тоже плюс-минус. Возможно, они друг с другом начнут конкурировать, и все станет лучше. Хотя обычно, когда конкуренция исчезает, что происходит? Правильно, можно включать 40 минут рекламы из 60 минут ролика, и все. Точнее, 20 плюс 60. Пользуюсь штукой. Вы пользуетесь штукой из 3 букв, к сожалению, бесплатной. Вот и все. И свой сервер вы не поднимали за 300 рублей в год. Или в месяц. Ну, каждому свое. Опять же, это ваш... Просто когда эту лавочку полностью прикроют, вы вспомните мои слова, что лучше сейчас совсем разобраться, а потом для себя делать вывод. Тем более, это не незаконно. Ну, то есть, пока, ну, я не думаю, даже в Китае незаконного нету. В том, чтобы... Они же смотрят YouTube, они просто с мобильников его смотрят и также транслируют на телеке. Ctrl-C, Ctrl-V. То есть, они не настолько кукукнутые, китайцы, когда вы видите, что он там заблокирован, он не заблокирован.
Ну, он там не заблокирован. Он заблокирован, чтобы сказать, что Северная Корея, Китай блокировали. А в Китае также смотрят сотни миллионов человек без тормозов через мобильники. И также их транслируют. Просто не ведитесь. Уже блогеров туда свозили, понятно, рекламщики. Но хорошо, что дали им посмотреть, как это работает самим. Я туда тоже еду. Скоро. В сентябре я поеду, посмотрю на Китай. В Китае не был. Был в Японии недавно. Вот, что это такое? К70 Ультра это штуковина, которая мне почему-то нравится внешне. Вот, больше, чем Поко. Возможно, это я себя так магничу. Он сейчас должен у нас разрядиться полностью. Для того, чтобы я подключил его к великолепному 120-ваттному заряднику. Еще раз, если у вас есть стримеры, которые перешли на отечественные платформы, классно. То есть, повторяюсь, что мне предлагали просмотры за эксклюзив. Но, опять же, эти просмотры на ВК, они нереальные. Вы видите там не просмотры, вы видите там показы роликов. Даже если у вас есть ВК-видео, посмотрите, зайдите в студию. Если в YouTube у тебя есть показы и просмотры, в ВК-видео этого нет. Знаете почему? Потому что там просмотры. Потому что если они вам, точнее показы, потому что если вам просмотры они покажут, вы спросите, а кто этим вообще пользуется? Но это уже другая история. Вот, я просто пытаюсь каким-то образом сейчас описать ситуацию, почему люди уже мне в личку пишут: Саня, ты выгрузил ВК-ролик, он шлаковый. Друзья, это не я, это ВК. То есть как бы я выгружаю на Дзене, в ВК и в Ютьюбе. Где смотреть, вам решать. Я не могу ВК заставить вам лучше качество сделать. Вообще никак. Да, влагозащита IP68, и здесь много всяких плюшек. Одна из этих плюшек, к слову, цена. Почему? Вот сейчас я вам скажу. Я, кстати, туда добавил, да. Да, добавил ценник. Сейчас 38, по-моему, сегодня. А во время распродажи 19-го он будет, я думаю, 1035. Но опять же, там не все бенды. И, кстати, по поводу бендов они расписали, интересно или нет? 5 секунд. Обычно расписывают, но здесь я как-то не вижу. Вижу. Все. Для 4G нет 20-го бенда. Есть 7-й, 3-й, 7-й бенд есть у К70 Ультра. Китайский, английский язык, разумеется, Google Play встает, Player Market встает, и никаких проблем нет. И когда мне сейчас будут писать, Android-то заблочат, напоминаю, Huawei новые Puro 70, 70 Pro и 70 Ultra на 12-м Android, мне кажется, они со всеми договорятся. Они умеют договариваться, они же не хотят, чтобы у них окирпичили в России все устройства вместе со всеми андроидами, правда? Вот, а договариваться, рекламиться и все остальное они умеют хорошо, и я уверен, что за счет них все на андроидах останется великолепно. Черник. Не надо, не-не-не, 3 буквы мы не упоминаем, это опять же не мат, но я думаю, все прекрасно понимают, о чем мы говорим. Никакие названия тоже не пишем, пожалуйста. Каждый сам для себя выбирает, хочет он смотреть или нет. Но, напоминаю, бесит больше всего официальное отсутствие позиции. То есть мы запрещаем этот шлакоблок, потому что... И все. То есть, как бы, правильно? То есть, вместо того, чтобы выдать ордер на арест людей, которые, допустим, нарушают каким-то образом законодательство, и ушатать их по полной программе, они решили 140 миллионов отключить от самой большой в мире библиотеки видео. Только об этом почему-то не сказали. Сейчас скажут, и будет все намного проще. Притом рекламу также и закупать и продолжают на YouTube. Это какой-то вообще сюр. Ну, то есть... Его замедлили, рекламу все еще закупают. Ну, я просто продаю рекламу, и я такой, а чего? Ничего, она же законна. И смысл? Чтобы народ просто плевался от качества на ВК и качества на YouTube, чтобы казалось, что вроде бы все одинаково. Ну, ладно. 13 Pro. Кстати, мне он обошелся, я сейчас вам покажу, за сколько я его купил. Я вообще не, как это называется, не... советую вам бежать его покупать. Мы здесь встречаемся в первую очередь для того, чтобы примерно прикидывать, что это будет, с чем это едят. Смотрите, как автофокус интересно работает, да, у Соньки. Вот, и просто поговорить за жизнь. Вы мою истерию особо не воспринимайте за чистую монету, потому что это вам жить, и в каком-то смысле я согласен с теми, допустим, там, у меня есть пожилые знакомые, которые классно, вернутся газеты, радиоточки, приемники, и в жопу вот это все извращение. И в кино народ начнет ходить.
и все будет классно. Только вопрос, как будут там, допустим, квадрокоптеры активироваться. Ну, но это уже другая история. Может быть, как-то будет отдельные каналы для этого. Им виднее, скажем так. И истерию я не собираюсь наводить, но вариант, когда типа не сказали почему, ничего, никаких нормативных актов не привели, сказали бы, они торчат нам 10 миллиардов, поэтому мы их блокируем. Сколько они, 10 миллиардов или 100 миллиардов торчат? Вообще никого не трогает, что из ВВП вот эта вот реклама на YouTube, она генерирует намного больше денег, чем они должны в раз 100. Но и что народ мог смотреть без рекламы все это дело. Ну, как бы им считать лучше, наверное. Они умеют, что выгоднее. Газпром Медиа такие, нам нужен. А потом сейчас ВК со скрипом идет, они такие, может быть и отпустим вожжи чуть-чуть. Сейчас я найду. Во, $353 у меня он вышел. Я, кстати, вот Дэдпула еще купил. 353 бакса, это я вам сейчас сориентирую, сколько. 353 умножить на 91. 32 тысячи. То есть вот эта вот железяка на Dimensity 32 тысячи рублей. Очень даже потребно, но от этого можно танцевать как раз сколько будет по KF7. То есть тридцатничек. Или Xiaomi 14T. Или Redmi Note 14 Pro. Дмитрий Гордиенко, привет. Всем, кто зашел, огромное спасибо, что дошли. Если у вас есть ТГ премиум. Короче, у меня история. У меня есть в Телеграме скидок. Возможность записывать кружки. Я их периодически записываю. История. Актуально их записывать в первую очередь, разумеется, во время распродажи. Но во время распродажи желательно 2 кружка. До 2 кружков мне не хватает 200 голосов. 660 есть. Вот. Так что если у вас есть вдруг голос, и вы хотите чем-то помочь каналу, я вам буду безумно благодарен, и контента будет чуть-чуть больше. Я стримил раньше на Твиче. Неудобно. И все. И Гризлик, поверьте мне, после закона о... Сейчас столько законов всяких принимают. Я говорю, дальше уже какой-то в Чиполлино. На грозу воздуха, если 2 раза. В общем, как в Ростове. В Ростове, по-моему, да, этот налог на... Да неважно, в общем, это все. Смех смехом, как надо, так и надо. Мне кажется, Twitch скоро забанит со стримами. В принципе, это и повод будет YouTube забанить. Но ВК точно не тронут. Это неприкасаемое. Хотя, может быть, но мне кажется, нет. А вот Twitch, там трэш-стримов же много очень. За канал в ТГ, вот ссылка вторая, покупать здесь, это телеграм-канал скидок или просто канал со скидками. И там последний пост как раз вместо кружка просто видео записать. Вместо какого кружка? Не понял. Нет, сторисы это сторисы. Сторисы это интересно мне в первую очередь, понимаете? То есть я когда делаю сторис, я могу его еще и на YouTube выгрузить. У меня есть смысл его шаманить. Так, все, он устал. Он устал, и это хорошо. Мы не догоняли его, потому что были бы данные не очень, так как у него садится батарея. И думаю, что заряжать мы его будем через минутку. Давайте не будем его сразу дербанить, потому что иначе он расстроится. Но не факт. Сейчас я пока батарейки вставлю, пока он отдыхает. Пробуйте премиум лайт бесплатно. Помним, все идет по плану. Да, все идет по плану. Да? Песенка хорошая была. И нет, я говорю, самые веселые законы принимаются в определенный момент времени. Насколько они сейчас веселые местами, не мне судить. Мне 40, я вообще ничего не понимаю в этой жизни. Я просто знаю по поводу того, когда... это ж моя сфера, правильно? И уменьшать количество контент-мейкеров, качество контента, это знаете, как говорит, допустим, трэш-стрим. А я что, хоть раз матом ругался? Может быть, у меня пропустилось за 7 лет. У меня, по-моему, было 2 стрима, где я все-таки руганулся и потом вырезал все это дело. Я не об этом. Я про то, что контент-мейкеров-то море. Дети вовлечены в это. Они что-то там снимают, еще что-то. Или как мы будет свинец ходить биты делать. Ну, помните, кто из свинца битки делал?
Только я делал их из свинца радиоактивного на 100%. В Мончегорск, Мурманской области там стояли вот эти кубы, мы отбивали, и потом костры, кто-то без глаз, кто-то пальцы тебе отстрелил. В ножички играли стабильно, какая-нибудь лабутень. Можно сказать, все выжили? Нет, не все, к сожалению. И попрутся на улице, ну хорошо. То есть, наверное. Я бы хотел, чтобы мой сын больше креативил в компе, чем поперся на улице. Но у всех своя история. Вместо кружка ты бы говорил на распродаже на Алике, я имел в виду о том, что не нужны голоса в Телеграме, они нужны, но почему бы видео не записать, если нет возможности 2 кружка? Потому что охват и все. И кружок это изврат. То есть, ну подождите, вот смотрите, с точки зрения контент-мейкинга каждый куда-то стремится, правильно? И у каждого должна быть мотивация. Он неплох. А вы про что? Не думал про жарку айпада? У меня их несколько. Но мы, по-моему, делали iPad mini прожарку, нет? Завариваем чайку. Всеволод, огромное спасибо, что дошел. Всем огромное спасибо, что дошли. Мы ждем буквально минутку, чтобы он у нас остыл вообще полностью. И у меня включен кондиционер. 31 градус, понятно, что это мало, но он все равно еще тепленький. Вот сейчас он полностью у нас станет ему хорошо. И я еще и измерю, сколько она дает в ваттах. Я думаю, что вы мне либо поверите, либо я сфотографирую на пике. Потому что у меня сразу приборчик, сколько он потребляет. Вот эта 300-ваттная зарядка у Realme, кстати, довольно такая. Я боюсь. Я ее на стриме буду тестировать, когда куплю смартфон. Но однозначно я боюсь. Вот. Так к чему это все, кстати, по поводу всех этих историй из разряда «почему кружки», еще что-то. Ну, смотрите, у каждого контент-мейкера, ну, то есть я делаю контент, и у меня должна быть мотивашка. То есть кто-то сидит донаты, кто-то сидит Patreon, кто-то сидит, что там у нас было, помните, у меня там, кстати, даже человек 100 подписчиков есть в этом. Какая-то тоже штука. В общем, у меня нет все равно и сил, времени и смысла нет. Я решил, что у меня будет в телеге какая-то штука интересная, на что меня хватает. Здесь стримы и основной канал. Плюс на Польза Лайв обзоры одним кадром. Пока ничего не грохнулось. Меня, повторяюсь, устроит 30% от того, что сегодня. Но после вот этих всех ограничений и блокировок на данный момент все то же самое. Но опять же я делаю вывод, что у меня публика не идиоты. Люди, которые интересуются техникой, когда ты готов выложить 30-ку или 100-ку, ты уж готов выложить 30-300 рублей, чтобы иметь доступ к информации. Зачем тебе телефон, если ты ничего не сможешь смотреть, кроме Рутьюба? Ну, как бы, я даже не говорю о том, что в ВК-видео, когда ты включаешь безопасный режим, у тебя волосы на всех местах просто дыбом встают. Я говорю, если есть женщины, у вас есть дети, мужикам-то ладно, они там, если что, ну, как скажут, типа, не смотри. А так, поглядите. Я понимаю, в интернете можно что угодно найти, в Даркнете то же самое. А вот это вот они собрали с Даркнета и интернета и запихали все в ВК. Чтобы народ несложно было искать. Вот. И уровень безопасности там 0. То есть, если вы еще безопасность можете выставить на, допустим, в браузерах каких-то, ну и посмотреть потом. ВК это просто пушка-гонка для... Я не знаю, как они модерируют. Они вроде вручную модерируют. Это я каждый стрим напоминаю. Если у кого-то есть дети, зайдите в ВК, отключите безопасный режим и поймете, о чем я говорю. И напишите вот в эти все лиги, которые что-то там фильтруют, но они почему-то не трогают Газпром Медиа, у которой просто помойка в каких-то моментах. Опять же, это мое субъективное мнение. По мне, если ты легко можешь найти какую-то нелегальную штуку на платформе, которую контролирует бешеное количество людей, а на YouTube этого нет, то надо задать вопросы, как это контролируется. И надо смотивировать. Найти, да, тех, кто выкладывал, тех, кто разрешал, и вот все это профильтровать. Потому что я говорю там, ну, я даже не хочу говорить, это не какой-то там контент, то, что можно найти незаконные фильмы или фильмы для взрослых, это детские шалости, в общем. Там просто есть мотивирующие фильмы для очень плохих вещей, я сформулирую так, и ролики. Вот. Телефон включился, он же не будет заряжаться с нуля, выключенный. Димасик, мы к тебе обязательно вернемся вот, и спросим твоего мнения.
Я тестирую так. Я его потом переподключу. Вот сейчас я его кладу и заряжаю. Как вам надо будет его для того, чтобы продавать, заряжать? Это решать вам. Все, у меня время пошло, если что. Ускорять оно у меня точно не ускорится. Наверное, надо включить, ладно, на Samsung, если он еще не разряжен. Ну, по-моему, разряжен в ноль. Так, надо какой-нибудь смартфон. Мне кажется, он должен подрубиться, кстати. По-моему, я же там включил уже быструю зарядку. В идеале он должен подрубаться. Но не факт. Уже минута идет. Так, Huawei тоже разряжен. Что у меня все супер... О, нет, Huawei не разряжен. Будем рекламу Huawei делать, да, пуры? Продолжать. Android 12 версии. Только в 2024 году. Больше нигде вы не сможете найти в новинках. Так, понеслась. Boost Charging Speed. Ну, давайте изменим. Раз. Такая же история будет. Quick Charge. А может быть, вы правы. Ну, все, если что, мы переткнулись. Плюс минута. То есть плюс минута. Вот это будет наш полный заряд. А почему пропали компактные флагманы? Потому что они невыгодно просто продавать. Если что, вы можете смотреть на маркер айфона. То есть айфоны с 13 мини не выпускают миньки. Если сейчас мы в 16 версии увидим миньку, значит остальные тоже начнут копировать. Потому что они в первую очередь мониторят рынок, а потом уже все остальное. Шим это правда или миф? У окулистов спросите. Тех, которых потом восстанавливают народу зрение. Смартфон до 50 тысяч рублей. Можно БУ с хорошей камерой. Хэнди, флаг вам в руки. Вот там по ссылке. Моя телега болталка. Болталка в телеге. 18 тысяч человек. В поиске вбиваете и просто видите чертову тучу вариантов. А вообще в поиске вбейте, как правильно писать ТЗ. БУ вообще не советую. Вам не ко мне. Вам БУ вот кому-нибудь, кто продает БУ телефона. Я считаю, что БУ брать... сам продаю смартфоны, которые я тестирую. БУ продавать опасно. Напоминаю, что последнее, что я продал, это я здесь продал Соньку. Поцарапанную. На 25 тысяч дешевле. На 26 тысяч. Я ее купил за 105, продал за 79. Вот, Рамзес, и я тебя тоже. Всем еще раз огромное спасибо. Максим, ВК-видео от времени суток зависит, мне кажется. Иногда сразу дичь выкладывает, а иногда долго. Я могу сказать, что мне там в рекомендашках просто выдавали такие ролики. Я думаю, вы понимаете, я сейчас сформулирую о чем. Даже без безопасного режима. Чувак включает музыку, стоит на крыше. Подходит к крыше, и я вообще был... Ну вот сказать, что... Мне с ракет я очумел. То есть там такого контента просто море. И это не развлекательные видео. То есть туда выкладывают вот подобные вещи. И я такой... И нарезок там подобных тоже. Ну, в общем... Я не знаю, как там рекомендации. Это полита, вот какая-то дичь. У кого-то может быть супер рекомендашки с смешариками. Это круто. Стоит ли ожидать глобальный Xiaomi 14T? А как вы знаете, что одна цена? А не глобальный 14T это что? Почему вы думаете, что это 14T, а не Poco F7? С камерой на 1080p 30 FPS на фронталку они типа вообще кукнулись. Не покафон выгрузить с такой характеристикой. Или думаете, они сенсор заменят, как вариант? Хэнди, хотелось бы от вас услышать. А что от меня вы хотели услышать? Я вам только что ответил. Я не советую брать БУ. А это не ответ? Я не консультант по БУ, по покупке БУ смартфонов. Вообще никак. Да, человечек, сразу... Я поэтому не отвечаю на... Это провокационный вопрос по поводу Samsung. Если у тебя в ручках не было самсов, если ты ручками, ну, не смотрел обзоры на те же Samsung, допустим, на S24 Ultra,
который стал попотребней, не сравнивал с другими флагманами из разряда Vivo, Oppo и всего остального, и приходишь просто кидать какую-то информацию. У нас не простые стримы, у нас не простые обзоры. И за это я безумно благодарен своей аудитории, потому что она часто умнее, чем я, она умнеет быстрее, чем я. И да, этот контент не для всех, ну и ладно. И вот, скорее всего, без обид, но не для вас. Потому что big view, то есть если ты интересуешься темой, ты будешь знать, что да, у Samsung не так все мракобесно. Все. С чем я планирую смарт сравнивать на обзоре? А подумай, красава. Да, ну вот давайте придумайте, с чем бы я мог его сравнить. Напоминаю, что моя миссия всегда, я в самом начале уже придумал эти штучки, что слоган новый, и он надолго. Сэкономить вам средства. То есть, если вы не купите, вы сэкономите. Ну, проходите вы еще 1 год с этим смартфоном. С другой стороны, при любом раскладе в какой-то момент вам придется его менять. Почему? Потому что аккумулятор деградирует. На процессоре вы никак термопасту не поменяете сами. И Android все равно и безопасность. 3 года вы отходите, а дальше уже на локтях. Самсы, у кого на фронталку снимают, нормально. И вопрос в итого. То есть, допустим, у пикселей они перекручивают контраст, хотя тоже неплохо. В общем, по фронтальным у меня будет топ камерафонов, за которые потом меня пойдут и будут закидывать топорами просто. А с кем же? Ну, я все время, что-то позавчера поговорил с одним блогером, который, да ты достал уже этими ценами, тебе же просто так могут посылать, зачем ты про цены все время говоришь? И вот меня что-то как-то зацепило. Слегка зацепило. Да, у Vivo X100S неплохо получилось, а кирпичица минус 50 тысяч у меня здесь лежит. С IP 69K утопленник. Спасибо. Что... Вот я забываю какие-то вещи, люди приходят на стрим и сразу напоминают. Будет ли обзор на Vivo iQOO Neo 9 Pro Plus? Когда-нибудь будет. То есть мне его не хотели посылать, ну окей. Мне кажется, что там договорились просто с магазами реально кто-то. И я догадываюсь, кто из серовозов, для того, чтобы я не получил его на руки. Ну окей. Я говорю, я его просто заказывал 2 раза. В итоге я его заказал на 3-й акт, не свой. И мне его выслали. И он уже на руках. Но я раньше, чем через месяц, не буду на него делать обзор. Обзоры будут на айкушке в сентябре. Вот. Потому что у меня уже есть план без них. Так же, как на GT6 китайский в сентябре будет обзор. Не раньше. Потому что, повторяюсь, я пока не понимаю, что будет вообще с сеткой. И вполне возможно, я уйду опять на часы, какие-нибудь ультрабюджетные смартфоны и наушники, и все. Либо буду договариваться с серовозами и буду говорить, что вот такой-то магазин предоставил с Еридом, со всеми делами, но как-то мне местами, может быть, с флагманами так и придется делать. Но опять же, пока неизвестно. То есть ты тратишь свои деньги, топишь и теряешь, в чем смысл? В том смысл Хэнди, что для того, чтобы... Я об этом очень часто думал. Это все, во-первых, часть моего контента. Пусть я там сотни тысяч набираю через год. Посмотрите на ролики. То есть по этой причине у меня лупит 60 тысяч просмотров только с одного канала в день. Даже вот сейчас, когда заблокировано все, там 67 в среднем. Вот, без нормального контента. То есть 2 недели я выгружал какую-то лабутень. И если я не буду их покупать, я потеряю вот этот процесс, понимаете? Когда ты ищешь подешевле, когда ты его продаешь, и у тебя будет просто-напросто не по ликвидность, то есть ликвидность вообще не будет внутри. И я сейчас реально прочувствовал человека, который купил Sony и потерял 26 штук. Это того стоит, чтобы я ныл на стриме? Мне выгодно это? Наверное, выгодно. То есть пока я себе могу это позволить, я это делаю. Если я повторяюсь, я не знаю, что сейчас будет. Если я не смогу себе это позволить, то тогда я предупреждаю, что, скорее всего, да, я буду упоминать серовозов. И они, да, в очереди стоят уже много лет для того, чтобы что-то
куда-то мне посылать. И никто не будет, конечно же, ничего требовать, там, чтобы я говорил хорошо или плохо. Просто мне надо будет указывать магазин. Сложно это? Нет. Но пока оборона держится, почему бы не поддержать ее, правда? Neo 6 продавец меня мурыжит, но телефон так и не отправил. Я еще раз повторяюсь, с прошлой распродажи GT6 китайский мне не отправили. Poco F6 мне не отправили. Poco X6 Pro. Вот. Не знаю. Не знаю по поводу этого. Мне никто не рассказывает. С китайцами вот спрашивайте китайских представителей, те, кто рекламу одновременно выгружают, ролики там на Realme, еще на кто-то. Вот у них есть контакты, и они знают. И все. Топ игр на ПК или консоли. У меня есть топ того, как нужно жить для того, чтобы выгружать по 2 ролика в день, иногда по 3, еще и стримы делать. И еще и вести 4 телеграмма. Я повторяюсь, последние 2 года я веду телеграм-канал скидок один. Это тоже занимает время, чтобы вы понимали. И да, параллельно я тыкаюсь в смартфон и такой, за 10 минут на 45, за 11 минут на 45%. Надо чуть-чуть подождать, чтобы посмотреть, за сколько на 50. Вообще молодец пока. Пока совсем молодец. Но чтобы вы понимали, я засекал с 34% до сотни за 21 минуту. Можно не топить телефона. Но видите, Соньку я не топил. Ну, потому что я был уверен на 100%, что Сонька может крякнуться, и я не смогу ее отремонтировать вообще никак. То есть по поводу Vivo у меня есть планы. Я потом расскажу, как получится. Но, ну да, когда я Poco там какой-нибудь утоплю, это 6 тысяч рублей там. Когда я утопил Flip 6, Flip 5, это минус 60. 60 это жестко. 26 на перепродаже Sony это не жестко. 60 за один раз или Z60 Ultra. Или 50 Ultra. Какой у меня тонул? ZTE. Вот это тоже жестко, полтинник. То есть на полтинник я могу купить 10 наушников. Это 10 обзоров. Или 5 бюджетных смартфонов. Это 5 обзоров. Еще и стримы. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете мою математику. И я уверен, что кому-то из вас она интересна. И да, это эксперименты все. И да, я могу себе их позволить, поэтому я их провожу. Да, я мог бы по-другому это делать. Но вы бы смотрели меня, если бы я это делал по-другому? Вопрос дня, если бы вы увидели меня вот в этих магазинах, которые меня зовут, и сетевые тоже, или на СТС, который мне 2 раза писал по поводу передач, вы бы, если бы меня увидели, вы бы пришли сейчас на стрим? Там. Как я облизывал бы какой-нибудь Samsung или Huawei или Honor со слюнами вообще вот так вот по экрану, и потом вам на стриме говорил бы, а вот это не покупать. Очень тонкая красная линия. Одно дело участвовать в рекламе, там, допустим, меня на баннер спрашивали, очень крупная контора повесить. И пока ломался, я слился, потому что я с ней, ну, как бы хочу дружить, но я живу, меня все устраивает, все. 13 минут, то есть за 13 минут он на 50% зарядился. Минут 50%. Я говорю, я очень часто повторяю, у меня нулевая популярность, но есть узнаваемость. И то, что вы меня узнаете, кто-то из вас, а я узнаю вас, допустим, мистер, Константин, Света, Петра, это же круто. Это круто. Если бы друг друга не знали, было бы менее круто. И если был другой формат контента, он бы ничем не отличался от всех остальных. Понимаете? Ну и опять же, это комфорт. То есть, понимаете, 3 года я лупил, я покупал что-то. И вообще, первые 3 года обзоров я даже ничего не продавал. Я говорю, вот недавно, вчера я тусил с другом. Мы ходили по клубам, и я только вот, у меня глаз задергался. Я реально 3 года не подключал где-то монетизацию на YouTube. И 3 года я даже ничего не продавал. То есть, ну, у меня деньги были, и... Ну и что? Ну, то есть, как бы... Деньги есть. Вот. Это, говорю, когда я уже перешел на смарта, я такой, все, скрип. Потому что такие деньги за месяц терять, это не всегда в плюс будет. 13 минус 1 минута. Нет, не минус 1 минута, потому что я показал на айфоне сколько времени. 13 минут. То есть здесь плюс 1 минута. Сколько ватт? 120.
Но это круто, 13 минут 50%. Нет, мало. Так что это все лирика. Вот, классно, что у нас есть возможность вот таким образом общаться. Повторяюсь, смотрите, заблокированный YouTube, заблокированный. Но сколько нас в онлайне? 198 человек, иногда 200. Не забываем, кстати, прожать лайк все, кто пришел. И я еще раз повторяю, у вас поздравляю, у всех выше интеллект, чем IQ 80. И это очень круто, что вы способны попасть в интернет все еще и без сарказма попасть на YouTube. Ну, Адарт, я повторяюсь, что видите седина в бороде прям капитально. Я просто уже реально прикидываю пути, каким образом либо остаться в каком-то контенте. То есть я не хочу уходить с флагманов. Ну, то есть раскладушки мне не интересно, это слишком дорого, терять столько денег. А вот именно флагманы не покупать, ну, я не буду в теме, это плохо. Пиксели я куплю. Но чуть позже. Может быть, даже в США куплю. Я 17 октября иду, получу, если визу, то слетаю и там вместе с яблоками все закуплю. Может, раньше. Рядом с испытуемым это Poco X6, это Huawei Puro 70 Pro, а это Fold 6. Вот. Чтобы вы не думали, что я крохобор. А то один только М6 лежит, и вы такие, ага, разве это блогер? Нас же блогеры считаются, если у тебя 550 телефонов, и никто не думает, что если у человека 550 телефонов, и он их не продает, он и есть магазин, ему вообще все равно. Как у тебя, ну вот, как у тебя может, ничего личного, но реально, если я там за полгода реально не буду продавать смартфоны, вы посчитайте, сколько это. Ну это жесть. Хэнди, это сарказм? У меня, кстати, не самое плохое образование, ни одно, ни второе, даже школьное. Взаимно с вами приятно общаться, надеюсь, что не сарказм. Без ПК можно ли стать блогером? А зачем вам ПК? Вы можете монтировать прямо на телефоне. Но благодаря действиям по блокировке YouTube я вам скажу, что невозможно уже. То есть сейчас сделали все для того, чтобы это было невозможно. В ВК невозможно развиться в Рутюбе, если вы не делаете политконтент, ну, понятно какой. Невозможно в Дзен... Ну, я не видел ни одного блогера, где бы, кого бы они вырастили. 0. То есть они вырастили 0 блогеров. Они увидели, кто вырос на Ютубе и забрали или купили их проекты. Адарт, есть смысл сравнивать и показывать, опять же, это ассоциация, успешный успех, наверное, так. У каждого свое. Евдокимов, вы какого Игоря ищете? Просто Джерри, привет. Если моего Игоря, то он монтирует сейчас. Именно из-за этого я остался здесь. Потому что заинтересовал независимый подход. Он не на 100% независимый, я повторяюсь. Просто моя зависимость, она чуть-чуть в другом. И мой интерес есть, я хочу расти. Чтобы мне расти, мне нужна аудитория. Расти как... Ну, вот я прусь от железок. Я себя всегда оправдываю, я говорю, я когда про Соньку говорю, минус 26 штук, это я себя оправдываю, что я не дурачок, потому что это для контента. Если я там, допустим, вот это вот с этим ходил и до сих пор не домонтировал с Японии с Fold 6, я себя успокаиваю, это для контента. Если я с 24 опять приобрел, я себя успокаиваю, это, а мне интересно. То есть здесь, ну, я больной по железу, и плюс мне интересно, 2 в одном. И как-то мне себя успокаивать, что, допустим, тот же К. Вы думаете, за сколько я его купил? За 32. Я его продам за 32? Нет. Вот 100%. Это не тот смартфон, который я продам дороже. Скорее всего, я продам за какие-нибудь его там, не знаю, 29 тысяч в лучшем случае, если успею в сентябре его продать. 20-го бенда там нет, русского языка нет, и непонятно на что шить. Плюс шьется сейчас Xiaomi за деньги, и это уже вообще прям... Почему Huawei Ultra был на 10-м месте? Я объяснил, потому что их раздают. Ну, то есть, это вообще очень круто, когда тебе просто такой телефон на производстве раздадут в Китае для того, чтобы показать их продажи.
Это с одной стороны и сарказм, а с другой стороны, а какие еще раздают смартфоны, флагманы? Никаких. Яблоки, что ли, раздают? Нет. Huawei вообще в этом смысле топы. Может быть 14T Pro, не знаю, с такой фронталкой в 1080p 30 FPS не верю. Вот. Дмитрий, вот самый нелогичный вопрос. Постоянно. Я снимаю на iPhone, он меня бесит. 15 Pro Max очень неудобный. 15 Pro удобный. Но я не могу себе купить два айфона, чтобы на них снимать. Ну, это глупо. Все. У меня же был топ флагманов. Человечек, если есть хотя бы 50, уже хорошо. Я повторяюсь, на Твиче 10 в онлайне было, и я стримил. Стримил? Сколько месяцев, сколько лет? Я, по-моему, года 2 так стримил. Там сначала было 50, потом я забил на это дело. Ну, в общем, пока общаемся, пока... Понимаете, один черт. Нет, ладно, если бы я это делал сейчас, я бы топ писал еще один, параллельно заряжая. Но я бы мог тогда пропустить вспышку, когда он зарядится. Я уже 2 раза пропустил. То есть оно и хорошо на стриме тестировать смартфон, потому что я ничего не забуду. От телефона зависит хэнди. Очень сильно. Sony отвратно ловила. Вообще отвратно. Виктор, мы не вспоминаем эти 3 буквы. Я вас разуверю чуть-чуть. Почему? Потому что я уже говорил, мой канал, это 37% изначально был не Россия. То есть русскоязычное население, я еще вам скажу, русскоязычного населения 300 миллионов, по-моему, носителей русского языка. Плюс меня смотрят реально иностранцы. Вот, допустим, у меня покупал китаец сейчас Sony. У меня Sony приехал с Бангкока купить китаец, который меня смотрит. Вот и все. Я говорю, нет популярности, но есть узнаваемость. 300 миллионов человек. 300. Ну, это прям прилично. То есть это ровно половина не находится на территории Российской Федерации, а кто-то интересуется техноконтентом. И, разумеется, выбора у них стало меньше, потому что русскоязычных блогеров становится в техносегменте все меньше. И сейчас будет еще меньше. Это просто ну, это не с момента того, как YouTube сделают полностью через 3 буквы, через 3 буквы, звучит, конечно, жесть. Так вот, как только его сделают через 3 буквы, блогеров станет еще меньше. То есть меня, повторяюсь, устраивает 30% от тех просмотров, что было неделю назад. Они не поменялись. Но у меня их изначально уже априори 37. Потому что у меня не было России 70, у меня было 60. 66, по-моему, или 67, иногда 62. 5 секунд. Отсидел ногу. Поставлю себе кофе. Секунд зарекается. У вас есть 15 секунд, чтобы к сожалению, не получится у меня кофе поставить. Я сижу здесь. Так, это у меня эспрессо ролл. Капсульное поставлю, потому что я не успею. Потому что если я буду варить его, то при любом раскладе мне придет. Так, цена нормальная для 13T, 13T Pro. Вы понимаете, это атовизм уже. То есть 13T, 13 Pro, T Pro, ну, я не знаю. Реально сейчас 14 выйдут скоро. Минус год у вас уже почти... Когда вы их выпустили? По-моему, уже год. Нет? 5 секунд. А по поводу стримов я вообще не беспокоюсь. Смотрите, я их делаю уже 7 лет. И вопреки всему, если вы посмотрите, допустим, как часто делают техноблогеры стримы, не часто. И в основном там идет упор донаты или еще что-то. Или там персональные рекомендации, персональные еще что-то. Что я делаю? Я делаю тоже подло и эффективно, с одной стороны. Я говорю, приходите на ТГ взаимопомощи. Но в ТГ взаимопомощи вот мой интерес только то, что человек реально включил мозг и прочитал ТЗ.
То есть до какой степени он должен понимать по поводу смартфона, что ему надо. Потом, может быть, посмотрит там, я, может быть, сделаю мини-фильм, на что смотреть, потому что стрим был, нарезки я не стал делать. И, наверное, это надо систематизировать с примерами, с видео. Вот мы с Игорем это обсудили. Может быть, сделаем маленький ликбезный фильм по наушникам, по часам и по смартфонам, как их выбирать. Ну, не фильм, ролик а-ля фильм. Я русскоязычный, но не из РФ. Зомби, я про это и говорю, что больше половины YouTube это, в принципе, не Россия. Не Россия. Ну и плюс из России сидит даже меньше русскоязычных, чем с других стран. Единственное, почему, опять же, смотрели больше 66%, допустим, из России, по той причине, что, ну, своих блогеров приятнее смотреть всегда. Ты как бы своих поддерживаешь и понимаешь, о чем они говорят. Потому что у каждого региона свои проблемы. Очень часто. Z60, Z70 Ultra будет в гостях. Куплю ли я ее? Наверное, да. Напишите мне Валу в личку, я ее куплю. То есть в ТГ. Если я говорю на стриме написать в личку, если вам не сложно, напишите. Просто ссылку. Сейчас будет распродажа, и я ее обязательно приобрету, наверное. Наверное. То есть смартфона 3 флагмана я куплю. Может 4. Но из них не пиксели. На пикселе сейчас цена не дропает. Хотя, может, и пиксели, не знаю. Это компактные все дела. Хэнди, у меня никогда нет планов. Я вот просто приеду, чтобы сказать, я был в США. Хочу ли я туда? Нет. Я хочу тут только там купить новые айфоны, потому что там они раньше появятся. Но если мне визу дадут, если дадут визу, если не дадут, то в топку. Меня все, вот мой мир. Комп, клавиатура, чертова туча телефонов и 2 камеры. 3, 4. Все, 2 стола для подсъема. Распродажа будет 19 числа с 10:00. Первые 2 часа будут супер скидки, но я еще раз предупреждаю, все, что я купил по супер скидкам, в прошлую распродажу мне не послали. GT6 чайно, конечно, не выйдет в глобалку. Зачем ему выгружать глобалку? Там русский язык есть, гуглы есть и, по-моему, бенды все. Зачем вам нужна глобалка? С февраля есть X6 Pro 2 штуки. Полностью закрывают потребности. Ну вот. Адарт. Вы можете обратить внимание на у меня 3 канала. Если вы знаете про этот канал, я уверен, что основной канал вы знаете. Канал Польза Лайв. Там я... я, по-моему, здесь выгружал. Я здесь выгружал. Один день нет, на канале Польза Лайв один день с Samsung S24 Ultra. Вот там есть часовой фильм, который я снял на него. Мини-фильм, окей. И часовой мини-фильм на Huawei Pura 70 Pro. И на iPhone 40-минутный, на iPhone 15 Pro Max. И еще выгружу на Fold 6. Сможете увидеть, как поменяются камеры. А прожарку S24 Ultra я обязательно сделаю повторно. Вот. Света, каньон Антилопы, судя по фоткам, очень красиво. Но я, наверное, туда не доеду. Я поеду в Сан-Франциско, а потом в Нью-Йорк. У меня такой мини-план. Нет у меня внутреннего США. И в Китае не особо хочу. Я еще в октябре, наверное, полечу в Словакию. Вот. Ну, в общем, пока план еще такой, и непонятно, какой он будет дальше. О, спасибо большое. Уже боты пришли. Это показатель. Это показатель. Если бот пришел на стрим, значит все окей. Или стримов уже не стало. Аракан, да нет, невозможно опоздать. 90% 28 минут. Ну, не супер, да? Очень плохо, когда есть возможность увидеть просто, как это все в онлайне заряжается, да? И он показывает сейчас, чтобы вы понимали, что он заряжается со скоростью 20 Вт. Вот все эти Boost Charging Speed. 20 Вт он ест.
чтобы блок не шел. Ваня, так там есть надпись без блокировки. Я говорю, я не топлю за них. Я повторяю, что мне один послали GT6 китайский, один нет. Один, который я покупал на сейле, вот этот за 32, по-моему, с купоном, не послали, обычный, да. По легендарным кнопочникам у вас ностальгия. Мне кажется, вам помогут ее вернуть. Если они сейчас DNS-сервера просто заглушат, просто все дропнется. Газеты, радио и кнопочники. Еще вспомнил, что такое CDMA с дрэгонами. Саня, когда новые обзоры на кроссовки и одежду Xiaomi? Когда они их выпустят? У меня GT Master Edition не сильно медленнее заряжается. Супер. Но у вас уже батарейка, наверное, слегка просела, правда? Нет, Overlord. У каждого человека должен быть четкий план и четкое понимание, что он может вывести. Вот стримы я пока еще вывести могу. Ведение телег еще могу. Основной канал могу. Вот. Вот. Не забываем подписываться на ТГ скидок по ссылке в описании. Этим вы сильно поможете каналу. Если там что-то интересное будет, если еще поделитесь с друзьями, супер поможете. А если у вас есть еще и ТГ премиум, и в премиуме вы мне дадите свой голос, то я буду там во время распродажи делать 2 истории, а не одну. И может быть вам это будет полезно. Есть гугловские 3 буквы. Саня, быстрая зарядка 120 Вт идет до 30%. Ну, мы уже выяснили, что за 13 минут на 50%, а за 28 на 90%. Да, получается так. Уже 95%, если что. Кстати, по поводу нагрева. Мы же не зря подготовились. Ну, все по фэншую, ничего он не греется. Вы не видите, правда. Нигде, никак. Чуть-чуть экранчик до 35 разогрелся и все. Хорош. Апостол, привет. Приятно тебя видеть. Я помню, как ты написала, толкните меня, когда начнется все. Ну вот сейчас, считай, начнется. Только-только. Через 4%. Там красиво, не так красиво. Везде не так красиво, как на фото света. Везде. Кроме Крайнего Севера. Крайний Север еще более красивый. Или степи Волгограда. Или нет, я эти города не могу называть. И Москва тоже красиво, и Питер красиво. Тоже не передать. А то, что где-то показывают всякие... Нет, почему Токио красивая столица очень, очень прям... Ну, вот там, да, урбанизм, и он давит, но она прям классная. Мне понравилось. А тут, кстати, да, самое интересное, что здесь полноценный Always on Display, Алекс. И да, может быть, по этой причине здесь не будет пока. Не забываем прожать лайк все, кто пришел. Огромное спасибо, что вы умеете без сарказма пользоваться интернетом. Кто-то научился 3 буквами, желательно платными, потому что бесплатные по-любому сейчас окирпичат. Информацию остановить можно на примере Северной Кореи, но Северная Корея не имела этой информации. А заставить людей забыть, что доступ к ней может быть простой и безболезненный. Ну ладно, жираф большой, ему видней. А Саня реально будет взять Poco X6 Pro за 18500. Вот я только что рассказывал, что тот Poco, который я купил на распродаже, вот как раз в эти первые 2 часа за 20-ник, мне его до сих пор не отправили. Вот, у того же. Много где красиво, особенно где нет человека. Максим, и где есть человек, тоже бывает красиво. Очень. Опять же, большинство людей, ну я не знаю, я сейчас опять обобщать буду сексистом. Мне кажется, мы, мужики, чуть-чуть как-то по-другому на эту красоту смотрим. Мне вот, допустим, ну, опять же, не хочется обобщать. Большинство моих знакомых смотрят на красоту так же, как я. Но на мир по-другому. То есть кто-то куда-то катается, если я вижу какие-то там моменты неприятные, говорю, там, в Сингапуре бедные люди, Манилы, это просто вообще, если ты там родился, это... Вот что такое полный бесперспективняк. Или очень много моментов, куда я не приезжаю. Про Японию не буду плохое говорить, потому что мне туда еще лететь
Ну, там тоже моменты были очевидные. Невероятно. Опа! Не зря я не отключил здесь секундомер, потому что здесь он отрубился. Или нет? Нет, не отрубился. 33. Видите, на минуту разница. 99%. Засекаем. 35 минут пока. Но мы переключились сразу, как только он включился, чтобы была супер быстрая зарядка. Свипс, еще раз. Вопрос не за сколько ты его урвешь. Я его урвал за 32, мне его не выслали. Вопрос в том, что если ты урвешь его супер дешево, тебе его могут просто не послать. Потому что тот магазин, который продает его супер дешево, ему вообще просто чихать глубоко. Там этот Melstore. Вадим, там дешево. Еда там дешевая. 35 минут, 100%. И в рекламе будет точно не так. Но вы только что все сами видели. Хэнди, нет, спасибо. Не надо мне ни с чем помогать. Все у меня хорошо. Со всеми ТГ. Потому что основные ТГ там у нас есть. И Валентин, который не придет на стрим, но классный, и Опоссум, и кого-то. Там 40 человек администраторов. А по поводу всего остального я как-нибудь сам. Зато моя ответственность не размазанная. Так, и... Вы прикиньте, да, кстати, какая платформа. То есть у меня 35 тысяч просмотров на пост ТГ скидок. Ну, по мне это прям... У меня... Вот сейчас я не выделываюсь, просто чтобы вы понимали, как раз я говорю там узнаваемость. Люди, которые интересуются ценами, в количестве 10 тысяч человек минимум смотрят мои сторисы. То есть я делаю сторисы, и 10 тысяч человек считают их полезными и смотрят. За что им огромное спасибо, но я этим живу для того, чтобы это было как-то полезно. И все. Не без всяких там роликов на YouTube, ролик там 5 тысяч набрал, 10, 15, 30, неважно. За день там 67 тысяч просмотров. Вот ТГ скидок. Туда люди приходят с конкретной целью, чтобы им была какая-то польза. И там минимум 10 тысяч человек смотрят сторисы, которые я не часто выкладываю. Поэтому не забудьте отдать мне свой голос, чтобы во время сейла, особенно 11.11, я имел возможность это делать. Ну что, телегу блочат в январе 25-го, ваши ставки. YouTube заблочит в сентябре, скорее всего, полностью. Без 3 букв. ТГ сколько проживет? Что дальше будут блочить? Ну, дальше будут, наверное, блочить уже. Мне просто только что новость скинули. Она, конечно, в редакции такой. А в ТГ можно стримить очень убого пока. А чем в YouTube плохо? Еще раз. Меня онлайн устраивает 10 человек, нас 200. 200 человек, которые интересуются железякой. Вы прикиньте, вы вот вокруг себя соберите 200 человек, которые интересуются реально гаджетами, которым охота друг с другом поговорить. А нас собралось 200 в онлайн. Я говорю, я все время просто удивляюсь, когда, опять же, в основном это люди, которые абсолютно не понимают, что такое железо, что такое любить технологии и технику. Когда там приходят... Презентацию к тебе в онлайне пришло. Если я на основном канале стримлю презу, в прошлый раз было 1500 человек. Так это интересно. Так вот, у нас такой клуб по интересам, что даже с блокированным ютубом нас 200 в онлайне. Круто же ж. В реобзоре на 24 Ультра будет краткая информация по уникальным возможностям стилуса? Нет. Аверлорд. Зачем? На стриме, может быть, покажу чего-нибудь там. Какие уникальные возможности стилуса, когда это в принципе уникальная тема, что в смартфоне стилус больше ни у кого нету. S22 и OS23 Ultra есть. У кого еще из смартфонов есть сейчас стилусы? Рустам, я поэтому и парюсь, и извините за мой сленг, меня больше всего беспокоит, что я просто знаю, что они поломали при этом замедление, что они поломают при блокировке, это вопрос, что будет теперь в принципе с сервисами, на которые льют Zen
ВК я вижу на ВК все более шакальные видео, и все больше на нее жалуются мне в Ютьюбе люди в комментариях, что там невозможно смотреть. Не всем, значит, возможно, как и мне. Потому что я вижу разницу в качестве. Я заливаю одно, получаю другое. На Ютьюбе одно качество видео, на ВК очень плохое. И я прикидываю, что эти платформы забьются, это раз. Два, придут новые блокировки, что они с новыми блокировками поломают. И говорю, не придет ли это просто в состоянии фидонета. Потому что сравнивать все-таки китайский Firewall с его техническими возможностями, его объемами электроники, ну у них промышленность вся. Ну, просто вот, у них просто вся промышленность. Да, у них нет там каких-то нанотехнологий, нанометры процессоры делать. Но промышленность у них вся, они серваки сами себе делают. И становится так. Помните, что происходило, когда они в прошлый раз его блочили? Как бы они все просто не грохнули, и потом это было никак не собрать. А показывали уже, что это ну, они как бы способны на это. И тогда, да, там вообще вся интернет-торговля, вообще, ну, то есть объемы, они же об этом не думают, понимаете? То есть люди, которые этим занимаются, они сверху такие вот, делай это, они же об этом не думают. И я просто знаю, я в системе работал 20 лет. Им вообще все равно, ну, те, что работали со мной, им было абсолютно бесконечно все равно на этот интернет. Вот просто на миллиард %. Вот и до его появления, и в процессе, и после. А решения они принимали, вот прям решения. Может, кто-то с другими общался, кто прям интегрирован, кроме пролистывания шортсов. Но основная масса вообще не понимает, для чего он нужен, как это работает. И что экономика большинства стран уже вся от интернета зависит, от купли-продажи, от генерации идей, от маркетинга. И пусть это очень плохо, но с мотыгой уже мало чего можно сделать в плане конкуренции. Oppo сделали огромный смартфон. Oppo Find X7 Ultra был просто бездушно огромный. Хотя он, опять же, в моем топе. Но и опять же, это нытье чувака с не очень большой лапой. И, чтобы вы понимали, вот iPhone в моей руке. То есть, ну, мне реально казался Oppo уж слишком большим. И плюс он еще не прямые грани были. Да, еще плюс 630 люксов. Видите? Чуть он сбросил яркость. Это первый прогон. Напоминаю, что здесь у нас Dimensity МТКшная. Не буду я плеваться на него, уже я устал. Какая для S24 Ultra вкусная цена? 80-ник, 85, почему нет? Куда ниже-то? 70? Ну, если найдете за 70, прям можно бежать и потом перепродавать. Запусти рубрику какой-нибудь топ, который есть в наличии спустя 6-12 месяцев. У меня хватает рубрик. У меня план расписан уже на 1,5 месяца. Все, мы вышли с отпуска с Игорем. Я в итоге весь отпуск провалялся в Японии больной. Вот. А Игорь был без инета толком. У нас там были планы тоже. X7 Ultra топище. Ой, Дмитрий, ну ты ходил с ним? Долго ты ходил с ним? Удобная трубка? Ну, огромная она. Огромная. Еще и не прямые грани. И чем он от прошки отличается от своей родной? В общем, у него, к нему у меня тоже очень много вопросов с точки зрения именно масс-маркета. То есть мы говорим о в целом людях, много людей. Вот. И Oppo проблема. Они же не везут, где ты пойдешь его потрогаешь. Бинчик, если вы будете разгонять эту тему, я вас заблокирую. Почему? Мы вспоминаем каналы только больше 1 миллиона подписчиков. И когда, ну, опять же, у меня был разговор с человеком, если вы говорите про подкаст, а вам сейчас не подкаст, я подкасты каждые 2 дня выпускаю, когда я стримы делаю по 4 часа. На что я здесь не ответил? Мне кажется, стримов у меня больше, чем у многих стримеров, которые профессиональные стримеры вообще. Ну и вопрос, опять же, ни на какие подобные штуки я, разумеется, приду, но как минимум, когда у меня будет 500 000 подписчиков на YouTube, а это в лучшем случае будет через 10 месяцев. Все. Ну, то есть сейчас мне нечего сказать. Я не понимаю, что будет с YouTube. Я не понимаю, что будет с моим каналом. В какой он форме будет существовать. И все. И разговор был не по поводу прийти на канал с 3000 подписчиков. Ну, напоминаю, что у меня здесь даже 8, если вы не заметили. И в онлайне у меня 1500. Когда будет в онлайне у людей также, я приду. Обязательно, везде.
То есть разговор был о основном канале, который пусть даже меньше моего, и по среднему просмотру, если брать не шортсы. Я еще раз говорю, вот смотрите, то, что вы видите в сети, вы видите верх айсберга. Когда я скидываю себе в личную телегу стату, я говорю, я могу вам как-нибудь ролики скинуть. У меня сколько уже, по-моему, 400 роликов, больше 100 тысяч просмотров. 400. И все они работают. И все они про технику. И не только, ну, то есть там техника некоторая вечна. Некоторые вещи будут покупать не 1 год еще, и не 1, и даже не 5. Какая хорошая цена для OnePlus 12 Global? Понятия не имею, 60. Егор, этот Ultimate Honor Magic вообще никому не нужны. Они завезли 3 вагона DxO Mark со своей прошкой, и все, и канули в лету. Они никому не нужны за эти деньги, поэтому на них часто очень скидоны лютейшие, поэтому на Huawei лютейшие скидоны, и поэтому я считаю, что если вы сходите в магазин и пощупаете его сами, у вас отпадет наглухо вопрос по поводу, тем более, китайской версии какой-то штуковины, которую в глобалке-то не продать. Авито открываете и смотрите, сколько их. И как их пытаются продать, и за какие деньги. Я говорю, вот видите, все, я сразу скатываюсь. Почему про деньги? Потому что рынок все регулирует. Я когда с людьми спорю, вот понятно, что можно сказать, еще раз, я считаю, что вот это вот ощущение, впечатление, еще какая-то лажа, это все маркетинг. Да, вот то, как я говорю, это неприятно. Да, я многих раздражаю. Знаете, сколько я комментариев в день читаю, что я тебя ненавижу, но я тебя смотрю, потому что альтернатив нет? Очень много. И в этом-то и смысл, что вам впарят что угодно эмоциями. А если ты структурно по полочкам раскидаешь, в начале-конце расскажешь, да, от твоего лица будут плеваться. Но у человека будет польза от этого. Не на 1 раз, не через 2, не дойдет через руки, найдет через ноги, как говорится. То есть он купит там тот же Текно, и потом вернется через год на этот канал и будет уже молча выбирать вот так вот. Я тебя ненавижу, ну выберет что-то адекватное. Он купит 1 раз этот телевик бесполезный, смартфоне от Realme, который лучше айфоновского, и больше ничего, просто за эти деньги, и больше ничего. И потом пойдет, думаете, 13 Pro Plus покупать на том же процессоре, но только если он смотрит, то только вот этот рекламный, там будет опять этот раскидон 30 роликов про телевик, ну посмотрите, у всех. И насколько это полезно на длинной дистанции, вот мой канал доказывает, что это не полезная тема. Поэтому нас в онлайне сейчас с блокированным ютубом на Редмике 200 человек. Мудзан, к этому надо прийти. То есть люди, everybody lies, ну, во-первых, все врут, а во-вторых, люди любят, когда им врут. Понимаете? Сказать человеку в камеру, ты умный, ты правильно сделал, что выбрал это. Ну, а в основном у людей такая канва контента. А посмотрите, они же так и делают. Что я говорю в камеру? Ну, если там вы на это забили, это вам не интересно, на это плевать. Какое послевкусие? Ну, я четко понимаю, что к этому контенту надо привыкнуть. И опять же, нужно потратить много денег, много раз встрять для того, чтобы прийти и понять, что да, чувак не хочет плохого. То есть я реально хочу, чтобы человек выбирал и думал, что я дурачок, только уже имея свой опыт и будучи умнее, чем я. Но это ж классно, когда у тебя зритель понимает, что ты здесь ошибаешься, на это ему плевать, а на это не наплевать. И все. И самое главное, повторяюсь, это ликвидность. Вот недавно как раз с человеком спорил, у него миллионный доход, он техноблогер, а у людей, которые его смотрят, доход 100 тысяч хорошо. И когда он говорит, там, плевать, сколько он стоит, ему с ним ходить. А если он ему не понравится? Ну, конечно, тебе трубки засылают, у тебя такое прям фея, такой, вау, какой классный, а вот тут эмоция такая, а тут такая. Да пошли вы в топку с таким подходом. Вот. Это не значит, что у меня ничего нет заслано. У меня есть засланные вещи. Но из флагманов нету. То есть там из средняков нету. То есть у меня не было Realme, у меня не было Xiaomi. Нет, Xiaomi были. Были, я вру. Я даже его разыгрывал, тот, который послали. Он какой-то большой памяти был. Ну, в общем, был Xiaomi, Realme не было, Sony не было, Huawei не было.
Ну, я говорю, с Huawei прям несколько заходов было, попытка. Вы можете у других блогеров, которые их не особо, ну, вот у серовозов, когда Huawei берут у серовозов, они по-другому рассказывают, вы обратите внимание. Но, опять же, не сами магазины. Вот те, которые магазины серовоза, когда они делают обзоры, они, конечно, люто просто врут. Просто люто. Это очень плохо. А если блогеры берут у серовозов, иногда очень даже адекватные обзоры. Опять же, моя оценка. Вы, может быть, миллиардером, но тогда непонятно, что вы делаете на стриме. Я говорю, я как сейчас, как с ним сейчас спорю так же. Абсолютно, если у человека есть яхта, он точно не будет смотреть обзор на Poco X6 Pro и после этого на Huawei на Android 12 версии. Он не будет там считать, что он 20 тысяч потерял при перепродаже. Ему вообще все равно. То есть, если тебя смотрят люди, у которых не сотни миллионов доходы. И не миллион даже. Может, у кого-то есть миллион, но их не так много. В процентном соотношении. Я буду делать Тим и на Pixel 9, и на Pixel 9 Pro. Я вам напомню, что я даже Pixel 9a купил. И мало того, что купил, я его довольно часто использую для сравнений. Потому что он иногда дропается по цене и очень неплохо снимает свои деньги. Ну, блогера это упоминать магазин, а магазин надо продать. Не всегда, не всегда. Достаточно упоминания магазина, что человек придет в магазин, он может что-то другое выбрать. Ты же можешь, ну вот как я в ролике говорю, вот на это посмотрите, на это, на это, на это. А если они ведут на магазин, вот им магазину не наплевать, что он продаст. Понимаете? Ну, опять, у нас с вами чуть-чуть разные взгляды, и это нормально. То есть я пытаюсь, наверное, может быть, даже блогера оправдать, потому что самому, все, первый прогон, он уже 250 люксов. Это говорит о том, что когда будут игры, будет примерно такая же история. Пошел второй прогон. Там тензор, все. Ну, то есть я вот сейчас вердикт делаю. Там тензор. До свидули, ули-ули. Все. Если у вас может быть какой-то другой вопрос. Феникс, какая разница? Спортивные вот эти часы, я говорю, это все очень специфичная штука. И они очень крутые, когда ты спортсмен, и их тебе подарили. А когда ты их купил, электроника сейчас уже, электронные устройства, такие как Huawei, как бы я не хейтил их телефоны, их браслеты прям супер по именно оценке состояния организма. Как бы я не хейтил, ну я не хейчу особо MSFit, вот вам MSFit, берите их. Или очень много электронных устройств, которые ушатывают уже вот эти суперпрофессиональные часы. Ну, по-моему, Tensor, Петра, ты можешь проверить. Я сейчас продезинформирую, мне в прошлый раз кто-то писал. Pixel 9, допустим. Pixel 9 процессор. Они, по-моему, не на Снэпе, не на МТК. Они решили опять сделать много-много денег. 5 секунд. Не хочет он. Не хочет он считать. 5 секунд. Душевненько сидим так. Напоминаю, что всем, что если у вас есть возможность и желание помочь каналу, подписывайтесь на ТГ скидок, а после этого отдавайте туда свой голос премиум, чтобы я мог записывать 2 кружочка с консультацией, не кружочка, а 2 сториса с консультацией во время сейла. Поверьте мне, иногда у меня есть даже на 3 сториса рассказать, не то что на 2. Так что вполне возможно, даже вам это будет полезнее. Так что если вы не знаете, куда его запихать, я уже вас попросил, куда. Я сейчас сориентирую, кстати, после стрима, сколько уже накидали. Голоса. Да, уже 198, то есть уже 70 голосов накидали. Осталось 198. А Samsung Ultra, да, отличные часы. Понятно, кого они копировали, правда. Тензор на сам... Какая разница? Тензор, все. На каком самсунговском? На Exynos? Тензор и Тензор. Тензор, он и в Африке Тензор. Не пытайтесь его каким-то образом обелить. У меня GPT, кстати, умер почему-то. У кого-нибудь умер GPT? Что у меня с GPT-чатом? Ну и ладно. Вот. 5 секунд. Да, 125 тысяч так и лупит просмотров в двое суток.
Вали, не знаю, Вали уже все. Вали уже устал у индусов просмотры покупать любыми способами и средствами. Я не знаю. Я не знаю, что с ним будет. Мне все равно. У Samsung, у MSFit программное обеспечение сыроватое. Не видели вы программного обеспечения MSFit 5 лет назад? Red Naomi, ну окей. Нол, да, потому что это мой канал. А у вас детский юмор включился? Я могу вспоминать каналы до миллиона, вы нет. Ну, такие вот правила. Ну, во всяком случае, он должен быть хотя бы больше меня. Ну, это дичь. Давайте сейчас будем вспоминать вообще всех и все. На YouTube все очень простенько. Ты можешь даже шортсами... Почему они, кстати, меньше кнопки сделали? Шортсами, конечно, ты догонишь своих зрителей. То есть, только что это за зрители? И во мне не зависть говорит, потому что я и не способен делать шорты, чтобы их смотрели в тех объемах. Круто, если их смотрят. Просто это все равно другая аудитория. И другие подписчики, соответственно. Очень легко это смотреть по телегам. У меня в телеге... Ладно. Honor Magic 6 Pro Global за 80 тысяч. Хотел спросить, выгодно купить. Нет, это не выгодно. 60 с копейками выгодно. Это, кстати, да, знаете, как некоторые делают? Не разносят телеги. То есть у меня есть телега скидок, а есть болталка отдельно. А есть одна моя личная телега. И вот это корректно. А когда ты мешаешь все, ну, типа, вот френдли, давайте, это моя телега, а по факту там телега скидок, но это чуть-чуть другая история, согласитесь? Я уверен, что здесь очень много кто подписан на мою личную телегу, но не подписан на ТГ скидок. И вот это честно. А когда ты заливаешь аудиторию в ТГ скидок, по факту представляя ее своей телегой, вот это такая себе история. Хотя, опять же, с точки зрения маркетинга, наверное, выгоднее одну общую, людей бы так было больше. Норд 4, металлический корпус. Петр, ну вы увидите, вы уже увидели, кому их разослали. То есть их разослали просто бешеному количеству людей. Норды, OnePlus я покупаю упорно, и даже планшеты их покупаю, но... Я не знаю, что будет с Нордом 4 в плане цены. Мы будем... Там танцевать надо от ценника. Я его в руках не держал. Держать я его буду, скорее всего, тогда же, когда и вы. Во мне ничего не говорит. Я его куплю. Я фанат OnePlus. Как он себя поведет в моих руках, это уже другая история. Но, скорее всего, мы с вами будем покупать. Спасибо за ликбез, что я Xiaomi неправильно написал опять. Как всегда, я даже название накосячил. Вот. Его в темную. Ну, то есть... У Паласа особенности. Надо ждать, чтобы дропнулась цена. Вот у них там 12R, ну дорого. Вот ты смотришь на Ace 3V, которая китайская копия, и у тебя внутри, ну какого лешего? Почему десятка разница? Почему 25%? Почему Poco F6 это такой же ценник, как у 13T на распродаже, а OnePlus делают как-то по-другому. И плюс еще и блокируют китайские версии, это BBK-евская тема. Xiaomi ж так не делали. Я говорю, осадочек копится. K70 Ultra разве не выйдет в глобальной версии под названием 14T Pro? Посмотрим. Я не знаю. На данный момент я не понимаю, как они выгрузят 14T Pro с фронталкой в 1080p 30 FPS и ультрашакальным ультрашириком. Может, они там модули хотя бы поменяют? Не забываем прожать лайк все, кто пришли. Продолжаю клянчить голоса в телеге скидок, если у кого-то есть премиум. Видите, что-то блогер всегда должен что-то клянчить. Какие-то там действия, подписки, лайки, еще что-то. Но зато приятно, когда тебя просят, правда? Особенно, когда тебе это ничего не стоит. Норд 4 выглядит круто. Субъективно. Абсолютно, как всегда. Ну, так и должно быть.
То есть мнение красоты, говорю, мне вот фраза вот насчет красивой, она меня начинает все время вот так вот. Или у меня вызвала такие-то эмоции, меня еще жестче передергивают. Хочется сказать, ты переведи мне наличными свои эмоции. Вот 4 норм, Huawei все часы норм. А я не знаю, как включить арчивгвин. Я понятия не имею, как включать платные реакции в телеге. Их еще, по-моему, и нету. У меня вообще не... У меня вообще с телегой такое, я к ним очень, к ней очень отношусь с легким недоверием. Xiaomi 14 Civi появился в Индии, в глобалке так и не вышло. Ну вот печаль. Как тебе iQOO Neo 9s Pro? Отличный смарт, который мне 2 раза не отправили после того, как я его покупал. Саня, понятия не имею, какой он. Повторяюсь, я обычно приобретаю и не смотрю. Ну, GT6 китайский я смотрел, потому что я его тоже 2 раза покупал, мне его не отправляли. Вот сейчас из 2, получается, покупок, мне 1 раз его отправили, 1 еще завис. Что я 1 хотел перепродать, разумеется, заработав 5. Но как-то все пошло не по плану. Стекло непрактично, расколется и все. Пластик это сразу показатель дешевизны. Александр, да, особенно если вы будете этот металл носить в чехле. Я ношу телефон без чехла, но вы можете себе позволить убить смарт? Это без того, что, ну вот если вам не жалко денег, окей. Для меня это еще сторителлинг, что вот там год отходил, не разбил. Ну, Poco F1 это сильно, Артем. Это сильно. Уважаю. Но пора уже засматриваться на что-то, правда? Это у нас только 2-й прогон. Как он долго, кстати, мучает его. Поэтому так много баллов в Антуту. Скорее всего. То есть из новинок мы ждем все Самсунги новые, правильно? Помимо Самсунгов. Яблоки в этом году. Пиксели уже выгрузили. Новых пикселей уже не будет. И... Я пока только до подписки на YouTube канала и на ТГ список добралась. Пока на данном этапе только знакомлюсь с вашим безумным железным миром. Карлсон, он и ваш тоже, если вы захотите. Но, как говорится, все зависит от вас. Хотите ли вы этого или нет. Realme хуже 3-го эшелона. Даже на наушниках, которым больше года, убили шумодав. Поэтому убийство процессора это неудивительно. Пошло. Пайрис. Ну, Realme мне не нравится, говорю, политикой блокировок BBK. Это раз. Мне не нравится, это мой взгляд. Второе, мне не нравится, что они начали возить блогеров везде. Потому что я четко понимаю, что они вливают деньги не в, допустим, то, чтобы нормальные процессоры новые ставить или делать дешевле. Они вливают деньги в маркетинг. То есть заливать людям контентом глаза, чтобы они такие, надо брать. Я говорю, мне прям очень интересно, кто будет начинать ролик с того, что это такой же смартфон на том же процессоре, что и прошлая версия. У 13 Pro Plus на Realme. И ради чего его покупать? Вот, ну это вообще просто сюр. Может, я чего-то не понимаю. То есть они даже не пытаются ничего нового делать. У них только новые маркетинговые фишки. Там Валю отвезти в Европу, потом еще кого-нибудь в Китай. Но они с Huawei, мне кажется, сдружились в этом смысле. Но зарядка интересная, 300-ваттная.
Отдал твоей телеге 4 голоса, но прошу разблочь мой аккаунт в Ютьюбе на этом канале. Максим, я не понимаю как. Я, если найду вас... Там у меня список просто нереально бомбезный. И Максим Самарский, давайте посмотрим. Перейти на канал. Я открою ваш канал, если найду так. Нет, вы видите, вы мне не тот писали логин. Вы мне писали логин в Ютьюбе. Не в Ютьюбе, а в ТГ. Еще раз, у вас вот это название. Вы можете открыть свой канал, потом после стрима... Так с чего вы мне сейчас пишете? Если я вас заблокировал, я запутался. Ред Наоми, я же говорил, 88 или 89 по батарее. Я живу у Шатову. Я говорю, я на него снимаю. Вы прикиньте, как камера работает. Этот бедный уже смартфон, который перегревается постоянно. Но я имею в виду, что он в жару используется. Батарея сейчас найду. Основные. Нет, не в основных. Аккумулятор. Состояние. 89. Так. 89% и 387 зарядок. Нормально? Гудков, да, но это плохо же. Это же нехорошо. Второй прогон меньше и пошел третий. Если у меня под 40 поднимется, я снимаю чехол. 43. Ну, это, кстати, не мрачно. Не 50, не 45. А вот экран. Металлическая рамка, видите, тепло все-таки отводит. 43 градуса в районе... Мне кажется, будет греться в играх. Ну, посмотрим. Незачем пока на него лишний раз нагонять. Но, опять же, вы должны увидеть неплохую камеру для этого основа. В ролике в сравнении увидите. Но люто он сбросил уже яркость. Все почти в нуле. Куда я уже кинул? Очень сильно. Надо белое найти, ну, сейчас. Что такое 120G? Исчезло. Я снимал на Huawei P70, получается, Samsung, по-моему, S20 и на Huawei P20 Pro. Но я очумевал кропать с Huawei. Это вообще просто жесть. Он так терял фокус. Он люто терял фокус. Нол, это опять сарказм у тебя этот. Сколько тебе лет, Нол? Вот я знаю, что ты очень юный зритель, за что тебе спасибо. И я не думаю, что это тот... Твой формат это там, где пишут опа и все остальное. Но... Евгений, ради чего? Ради 20 просмотров на ролике вы стебетесь? Чтобы быть вот там вот миллион третий в политическом контенте? Рутьюб это ОРТ. И, кстати, обычно такие люди, которые сюда приходят, это боты. В чем проблема смотреть на Дзене в ВК? А нет, не бот. Вы не бот, поздравляю. Даже 5 лет что-то выгружали назад. Откуда такой вопрос, можно уточнить? У вас работает только он нормально? Уже ВК нормально не работает? Тем более... OnePlus и Realme, как ни крути, не имеют уровень Apple. Угу. Нужна связь или нет? X6 обычный или X6 Pro? На снэпе. Как и X6 Pro с пруфами хейтеля. Вот. А насчет X6 и X6 Pro, я бы X6 Pro взял, потому что он будет на сейле 18500, а X6 будет 17500 вроде. И выбор очевиден, как говорится. Рутьюб. Испанский стыд. Вы откройте страницу просто вот Рутьюба и скажите мне, вы хотите это смотреть? Смотрите, какой там техноконтент? Где там техноконтент? Какой Бердянск? Вот прям Ctrl-C, Ctrl-V. Открываете ВК, потом открываете Рутьюб, открываете Дзен и смотрите на основные страницы.
какой им нужен техноконтент? Им не нужен техноконтент. Вообще никак. Вот прям даже близко не нужен. Ни в какой его форме, проявлении, виде. И для них это... То есть они считают, что зрителям он не нужен. Чтобы для факта, как галочка, ну, я есть на Дзене и в ВК. Еще, чтобы еще на платформу и Рутюб выгружаться, я говорю, это просто смешно. Из-за 40 просмотров это 0,01% на Ютубе. Мне просто времени тупо жалко. Реально 0,01 даже. Если ВК это 0,01%, то там 0,1000. Петра, я говорю, но это боты. У меня, знаешь, ну, может, человек и не бот конкретно, но очень странно, что он, под чьим он влиянием. Обычно люди, которые смотрят YouTube, им вообще железки не впились. Ну, они им не нужны, извините за мой французский, но меня эта платформа ассоциируется только с ОРТ. Ну, вот если мягко сказать. То есть это чистой воды ОРТ. То есть ты смотришь Первый канал. Зачем тебе там техноблогеры? Они там нигде. Ну, то есть их просто нет. Если на Дзене еще где-то как-то они там проявляются, там 100 просмотров у меня. Если на ВК он рисует хотя бы, он не просмотры, а показы рисует, то там они даже не парятся. Они там 0 просто. Вот, 20. Кому? А кто ли я? Магнолия. 16 лет. Да я не считаю вас щенком. Про эшелоны я вам объясню. Смотрите, первый эшелон это бренды, это самые крутые бренды. У кого есть продажи. Вы открываете мировые продажи и видите. Даже Huawei, Honor, Xiaomi, Poco скорее. Ну, Poco входит в Xiaomi. BBK, OnePlus, Realme, Oppo, Vivo. Они считаются тоже обычно в сумме. Яблоки. Второй я отношу к ним ZTE, Motorola, потому что у них маленький процент, но локально они где-то популярны. ZTE, Motorola, Sony все-таки второй из ЗПО. И такие какие-то непонятные бренды. Третий это Intel, который переходит тоже между вторым и третьим. Intel, Infinix, Tecno это один и тот же концерн. И всякие умидиджи и защищенки. То есть вот это третий эшелон. Все. Да, BBK, занимающийся дичью с блокировками, он себе очень сильно, я говорю, занимается, возит народ, вот вместо того, чтобы везде возил, я вообще не понимаю этой темы с блогерами. Я говорю, когда я в Питере был, я, допустим, на Сабантуй меня звали на какие-то, какие? Ты если техноблогер, ты занимаешься контентом. Какие тебе, вот, ну, как бы, когда ты будешь тестить, если ты будешь ходить с чашечкой, с бокальчиком, ха-ха-ха, вот это наше, чего? Ну, и я имею право это говорить, потому что меня звали, и я не ехал. Вот. И все. И вряд ли поеду. Меня даже типы одни звали, не для камер, месяц назад. Ой, куда? И я от этого очень сильно потерял. Я сейчас пытаюсь найти Powerbank свой. Не, я его забыл. Так вот, я не поехал. Потому что, в общем, вот это, да, фраза независимый, оно может и токсичный, но все мы зависимы. Просто лучше быть в своей голове независимым, а все остальное это все мелочи жизни. Я говорю, я всегда парился по поводу вот этих тем. Достаточно ли ты tough guy какими-то моментами? Или ты слишком мягкий, и от этого кто-то пострадает? Обычно страдают люди как раз от того, что кто-то мягкий. Не от того, что кто-то жесткий. Так, сейчас я отключу одну камеру. Нет, но эшелоны это не про субфлагманы, флагманы, камерафоны и остальное. Особенно, ну, обычно камерафоны есть флагманы, кстати, но не всегда. Поэтому я сделаю свой топ камерафонов, за которые потом меня придут и все съедят. И будут потом хейтить, потому что серовозам никак не будет тяжелее продавать всякий шлакоблок. Но это их проблема. А я как-нибудь переживу. Вот. Все, подрубился. Так. Подразумевается, что ты не будешь тестить, а возьмешь их скрины и покажешь на видео у себя на канале. Никитин, я не понял. Это о чем?
Еще ОПА с этим К12, видимо, начнут раскручивать эти блокировки в ОПА. Я не знаю. Но ОПА К12 у меня был заблочен. Мне китайцы, знакомые моего знакомого, сказали, что могут разблочить один раз. Вот сейчас он дойдет до Питера, я его послал в Питер. У меня просто тупо нет времени этим заниматься. То есть для вас я создал контент, съездил реально в сервис ОПА, написал продавцу, все меня послали. Но Али мне вернула часть средств, 68 баксов, по-моему. И все. В прошлой истории я бы просто заплатил $30 представителю Индии, который бы мне его разблокировал. А в этой жизни я решил сделать красивее, наверное. И умнее, во всяком случае, как я считаю, и отправил его в Питер. Там мне его разблокируют довольно просто кодом разблокировки. Вот. Как бы так. Сделай топ по камерам. Да, по видео я именно буду делать, по основному модулю. Уже сделан он. Ну, он текст сделан, а остальное я попытаюсь объяснить. И опять же, вы мой взгляд можете увидеть исключительно просто. Вы заходите на Польза Лайв и смотрите там примеры съемки одним кадром. И потом скачиваете исходники, если что-то там из видео у меня осталось. Я про то, что компании зовут на Сабантуй. Нет, Никита, это вопрос в том, что мне удобно быть не рукопожатным. Я думаю, что кто-то это понимает. Но, допустим, когда-то у меня была реклама Сбера, года 2 назад, колонки. И, ну, мягко, я знаю очень много рекламщиков. В общем, мной пугают. Типа, идите договариваться с ним. Если будете здесь, там вам что-то будет не нравиться, вы пойдете с ним договариваться. Я очень не пластичный. Ну, потому что мне это не... Я повторяюсь, я с рекламы ничего не имею. Ну, но мне интересно по поводу нее договариваться. То есть это очень недешево у меня. Это прям жесть как недешево. И для меня это как такая ролевая игра из разряда. Когда ты ни от чего не зависишь, тебе намного проще договариваться, понимаешь? Наверное, сформулировал достаточно просто. И у всех свой кайф. Да, вот я повторяюсь, что у меня какие-то моменты, в каких-то моментах есть эго. Вот в таких моментах оно, наверное, и проявляется. Но оно не здесь проявляется. Я надеюсь, что вы здесь не видите моего эго. Очень. Сколько ширина телефона? Все измерю. Штангель, циркуль наготове. Сейчас третий прогон пройдет. Хорошо. Ой, Алекс. Ой, какой вы влюбленные в палаты. Прям совсем. OnePlus Ace 3V, Турфа, вы напишите Туфа, Туф. Orange, в общем, Orange God. Напишите мне, пожалуйста, в личной телеге. Ну, мне в телегу напишите название устройства, а лучше ссылку на Али. Постараюсь купить. У меня тетя всю колонку заставила умными, всю квартиру. А зачем она покупает умные колонки в таких количествах? Есть ли разница Samsung iPhone, если... Конечно, есть. Конечно, есть. Конечно, есть. Еще какая. Я говорю, все решает автофокус и скинтон. То есть в яблоке тебе думать не надо, а если ты скачиваешь какой-нибудь там Blackmagic программку, то все. Когда ты ни от чего не зависишь, тебе проще. Ну, я всегда от чего-то зависел. Сначала мы зависим от мнения своих родителей, от школы, от институтов, от того, какую работу вы выберете, потом от семьи, потом от детей. Вы все равно будете от чего-то зависеть. Просто да, именно в своей профессиональной деятельности, если вы не генерируете какие-то потребности, я говорю, для меня это, допустим, там машина, ее надо обслуживать, команда, ну, вот как у некоторых каналов, кто-то там писал, там, у меня 30 человек, мы там с Игорем, как бы, и то норм. Вот, и чем больше ты вырастаешь, тем больше на тебя это давит. Наверное, так. И ты более зависимый. Вот пока мне везет. Но все равно, почему я зависим? Видите, блокировка YouTube, я парюсь. Я парюсь, мне теперь надо еще на ВК что-то грузить. Это рано или поздно, ну не рано или поздно, мне надо 2 недели понять. Если я увижу, что
пока YouTube не дергается вообще. То есть все прям, все круто. Но, ну и плюс получается 250% монетизации. Но это пока, и надо смотреть в сентябре. Если сентябрь также гладко пройдет, я смогу сказать вам спокойно, все, я существую еще там десятилетия. Вот. Иги, но я ж продаюсь аудитории, считайте. Ну, то есть технически я вам продаюсь. То есть заискивать перед рекламодателем, либо перед аудиторией. Это смотря как смотреть. Это как, да, у меня, может быть, нет материальной цены, но у меня есть техническая цена. Техническая цена я называю это, когда у тебя, не знаю, у тебя родня заболела, что ты ради этого сделаешь? Многое. Да, у меня есть там загашники на случай вообще вроде бы любой ситуации, любой болезни. Но это я так думаю. А жизнь потом нагибает так, что очень часто... Ну, опять же, премудрый пескарь, как у меня отец все время надо мной шутил, 10 пальцев берет он. Вот, ждем, когда он остынет, потому что он горячий, он, мало того, что горячий, у него еще и яркость не на максимуме, разумеется, подлагивает. И после 2 прогонов 260 люксов ему прям плохо. Да, зато у Сани объекты недвижимости сдаются. Легко быть понторезом, когда у тебя тылы есть. Ладно, сам себя поругал, сам себя похвалил. Вот толщина, что-то я не понял, всего 11 миллиметров. Толщина, это с камерами, без камер 8. Ширина 75. И высота, ну все стандартно, 160. Ник Либра, да с чего же вы мне всю эту политическую штуку пихаете? А зачем мне Рутюб? Это одна и та же контора. Рутюб, Дзен, ВК, это все одно и то же. Это все госкорпорации. К чему это? Вот в чем разница для вас принципиальная? В том, что там политические каналы как-то по-разному растасованы. Ник Либра, ты-то не бот. У тебя откуда такие вопросы страшные? Ты пугаешь меня. Мы будем тротлинг-тест ставить на час или нет? Или будем играть просто? Давайте просто играть. Я вчера в 7 утра лег. В 7 это было жестко. Подождем, пока он остынет чуть-чуть. Роман, вы не правы. Это все время. Вот говорю, человек, у которого не было там по 11 снарядов несколько лет подряд, все это время, все это нервы. И это распылять аудиторию. То есть, смотрите, у кого-то есть возможность смотреть и YouTube, и ВК. Зачем мне репостить в ВК, если хотя бы 1 из 100 в ВК пойдет на YouTube, мне будет это выгоднее. Понимаете? То есть все очень просто. Чистая математика. Ну, то есть я же говорю сейчас не о том, чтобы жиреть. Я говорю о том, чтобы выжить как контент-мейкер. Вот как контент-мейкер ВК мне не дает ничего. Она дает мне 0 новых зрителей. 0. Забирая старых. Вопрос дня. Зачем мне переходить на платформу, которая просто пожирает мои ресурсы с YouTube? Да, на YouTube я сокращусь, но если я буду размещаться в ВК, скорее всего, я сокращусь еще больше. Понимаете? И на Дзене я один черт есть. Смотрите на Дзене. То есть реально тяжело. Я не могу быть как-то, я не доллар, я не могу быть для всех классным. Раз на раз не приходится нол. Есть вещи, которые мне почему-то зависают на таможне и висят, и все. Вот.
стараться кому-то понравиться, то есть выгодно продать себя даже своей аудитории. Я не знаю. Ну, объективно, я просто стараюсь делать все, что я делал раньше. Ничего не меняется. Я просто сейчас рассказываю по поводу... Ну, вот это очень длинная история, и можно долго спорить, как я делаю контент, что я делаю не так. Но объективно по поводу, допустим, того же... Сейчас 5 секунд. Тех же ресурсов. Сори. Проверяя X70 Ultra на нагрев и тротлинг. Отходил за это время, спасибо. Да, сбрасывает яркость, перегревается. Ну, все как всегда на Dimensity. Смотрю YouTube, не пропадай. Ну, вот сейчас у нас 196 человек в онлайне, хотя уже все довольно ясно за 110 минут стало стрима. Вот, так что я не фея, но YouTube это та платформа, которая мне дала аудиторию. Почему я должен отдавать ее другим платформам? То есть и там не мои зрители. Потому что зрители, которые смотрят техно, им нечего делать на ВК, Дзене, платформе и остальных. Это политические платформы, это на 100% политические платформы. Там нет места техносегменту. Там есть место Вале просто, ну потому что у него там магазины есть свои сетевые. И все. Валентин там и будет вещать. Я все буду айфоны брать. Архитектор. Я, кстати, на 15 плюс так и не сделал, хотя я его уже продал. Хотя, в общем, он у меня лежал. Я же купил все, но сделал только на... Или сделал... Не, я не сделал, по-моему, даже на 15 плюс. Рассматриваете прилететь в Кыргызстан? Зачем? Пока нет. Но в перспективе, если буду все страны облетать, то да. iQOO 10 Neo выйдет ли до 11.11? Очень надеюсь. Очень надеюсь, потому что Neo 9 ему уже почти год. Если не год, кстати. Сейчас мы проверим, кстати, когда он вышел. Zen.Rutube нет, зачем мне приходить, вообще не пойму. Петра, нет, ну, я говорю, все еще про мои рефлексии, как и у всех ютуберов. Вы увидите, как много их исчезнет. Их исчезнет очень много. Креативщиков вообще, вот кто бы что ни делал, их исчезнет полгода. Если их 10% останется, это хорошо. Они сейчас убьют медиа, ну, независимую медиа они уничтожат. Так. Помимо этого, они еще много чего уничтожат, но, наверное, в этом и смысл. У меня, я вам говорил, итак, 2 года. 2 года в минус, в ноль, там, не знаю. 2 года свободно. До скольки градусов нагрелся? Мы смотрели температуру 45. Ничего критичного. Orange скинь мне в личную телегу. Я его куплю сейчас на распродаже. Повторяюсь. Если вы хотите, чтобы я приобрел какой-то смартфон, именно приобрел, вы понимаете, я не напишу китайским OnePlus, пришлите мне смартфон. Это китайские смартфоны, они блокируются за рубежом, они не рассылают их. У Паласов вообще нету этого рекламной. У них есть рекламная контора, но вот, ну не посылают они мне. Ни Nord, ни SE30, ни вот этот вот C4, Nord CE4 Lite. Ну, это не нытье. Но я же их покупаю, я люблю Паласы. Есть 3 Pro я тоже куплю, если он есть. Туфа, и вы уйдете в бан, в общем. Человек меня достал, вместо того, чтобы слушать ответы, он устраивает террор интеллектуальный.
Warzone нет, не буду делать Warzone. Я играю в то, во что хочу. Напишите другим техноблогерам, ведь кто-то еще хоть что-то тестирует или только рекламные контракты отрабатывают. Вы понимаете, что как бы, ну, ваше дело их пинать. Чтобы они тоже, помимо того, что там я на Мерседесе, я на БМВ, а вот я такой, пинать, чтобы они вам давали контент, который вам нужен. Поверьте мне, если вы будете их пинать, они будут его вам давать, у них нет выбора. Так, может быть, Warzone включу, но мне его скачать потом надо будет. Давайте Diablo 15 минут, у меня уже 3 часа ночи, повторяюсь. Вот. Так, а зачем я делаю так картинку? Очень глупо с моей стороны. Вместо того, чтобы увеличить ее на оптике, на вот так, я ее увеличиваю кропаю. День холостяка ждем, да, ждем. Ждем, но очень надеюсь, что ничего до этого момента не изменится. Они же, видите, они же хотели ВБ заменить Али ВБшкой. Я не знаю как. Ну, посмотрим. У них очень много. Я в планах теряюсь уже. Нет, кофе. Почему из пустой? Там еще чуть-чуть есть. Сейчас вам покажу. Видите, на дне. Так, начнем. А чего мы начнем? Надо подождать, когда он вернет яркость. Мы ее еще и не протестировали. Такой, все, пошли. Так, и что? Я не верю, что у него 800 яркость люксов. Вы верите, что у него 800 яркость? Какая-то дичь. Может, он перегрелся, и все, теперь вообще яркости у него не будет никогда. Hold. Так. Ну что? Да, 770 люксов он показывает. Надо ждать. Так, кстати. Ну может быть Sunlight Mode? Да, 1100? Нет. Я не понял. Он отключился сразу. 1200 люксов. Так. И... Это на... Ну, 1100 люксов есть у него. Так, по шиму. Да, я перепил кофе. Перепил кофе. Dark... Это Нашка со своим магнитом. 13% на 50. На 20. 41. Ничего критичного, кстати. Не сотка. И здесь вообще не показывает шим. Какая-то лабутень. Ну ладно. Давайте на минимальный вот так. Все good. Либо тона уже начинают барахлить. 8,5. И теперь... кстати, в пике. Мы же хотим еще в пике посмотреть. Так. Давайте на максимум. 1,5. 1,5 через ТНА. И 1600 через Радекс. Петра, да, придется либо... Ну, я удалю пока одно и то же. Это не цены падают. На 11.11 им надо показать продажи, и поэтому они, чем занимаются вообще AliExpress Rush, они просто меняют курс. Так, здесь мы разобрались. Теперь заходим в игровые режимы. Refresh Rate. Сейчас еще по-любому надо в программах
выставить частоту, потому что в PUBG он... В PUBG есть. Все окей. Diablo. Game Mode включаем? Нет? Как он там врубается? Уже не помню. Можно через Game Center. Потом скажут мне, что я без него включаю. Game Space. Agree. Обновить. Видите ускорение на русском? Плюс Diablo. Breakfast, который у меня, кстати, не работает. Не качает он. И New State. Все. Играть будем? Нет? Так, стоп. А, вот они. Начать. Не знаю, недолго. Стрим будет недолго, но опять же... Так, стоп. Все, понеслась. Опа. А, мы можем же здесь красиво сделать. 5 секунд. А чего мне остачим? Wild Boost. Окей. HDR. Additional. High Quality. Сейчас мы еще сделаем... Сейчас покажу. Никто мне не напомнил. Universal это нету. Мы врубаем Additional Settings. Есть. Видите, здесь часть уже на русском. Потому что я через SetEdit кое-что поменял, но немного чего. Так. И начало refresh rate. Кстати, вот Bluetooth кодеки. Сейчас. Это у нас кодеки высокой четкости. Где у нас список-то? Наверное, надо подключить. А, вот они. HDC, LDAC есть, все. Основные. Основные уже почти везде. Так, и... Китайский понятие всегда такое. Давайте я сначала его потестирую, а потом уже сделаю какой-то вывод. Вы увидите сравнение по видео его с чем-то. Вот. Правильно? Плюс 120 Гц. Разумеется, не 144, которые нам и не нужны. Все. FPS он показывает. И напоминаю, что тач, да, будет чуть залипать, вполне возможно, как раз из-за того, что у нас 60 FPS, ультра. Не подрубается ультра. High. Так, все high. Ну окей. Так, и 77%. 15 минут хотя бы поиграем, да? И посмотрим. Стоп, сброс, старт. Буду ждать отдельного ролика. Да. И claim. Add. Так, я засек. Да, засек. И герцовку мы врубили.
Хорошо. Да, я видел сообщение, буду видеть. Я думаю, что я максимум 15 минут поиграю. Так, хватит. Надо, наверное, ручные настройки. Не очень надо. Сейчас. И ISO. Вместо авто. Так, это экспозиция. Экспозиция нам не нужна. Ух ты, ёшки. Вот так вот засмотрелся. Ладно. По экрану 144 Гц можно понять, что это серия Т. Окей. Ну да, в принципе. Вряд ли это Поко на 144 Гц. Так. Ауто. Все. И сошечку выставил. Все. Вот так комфортненько, да? Получше будет. Вы мне говорите, чтобы я картинку пободрее делал. Не забудьте, всем, кому не лень, поставить лайк, оставить комментарий. И если у кого-то есть премиум, дайте мне голос в ТГ скидок, чтобы я делал там по 2 сториса в день. Скажи, ты одним достал уже. Я, кстати, делаю не часто сторисы. Так, и что-то тут. Пам-пам. С замедлением смотреть невозможно. Во-первых, у вас есть, ну, если у вас нет совсем денег на технику и на 3 буквы платные, ну, значит так. Значит, вы можете посмотреть какие-нибудь другие стримы. В основном они, правда, политические, на других платформах. Я ни в коем случае не против. Повторяюсь, что никакие российские платформы не продвигают никогда никакие техно-штуки, кроме рекламных. То есть, если ты принадлежишь там их конторе, то тогда да. То тогда тебя будут продвигать. Я просто знаю, потому что они мне писали. Если у тебя есть контракт с ними, но у меня контракта с ними нет и не предвидится. Поэтому вряд ли я там буду стримить. 90%, что нет. Вот. Спросите тех, у кого есть с ними контракты. ППС видно, остальное не важно. Нет, по идее сейчас уже все видно. Нет? Я ISO-шку-то выставил 200. Или еще вот так сделать. Вот так еще лучше, наверное. Саваш. Все. Всех разрушили, идем дальше. В некоторых... в каких китайских играх вы играли при 144 Гц? Видите, говорю, когда вот эта штука работает, тач плохо работает. Но зато мы видим FPS. Нормально. Я, кстати, даже не знаю, по какому принципу это работает. Я пытался воткнуть вот этот вот goodbye, но не воткнул. Я думаю, что те, кто хочет, говорю, смотрите на перспективу. Перспектива. Как в анекдоте, да? Мы все будем... Угу, у шарика. У шарика есть перспектива. Вот. И да, перспектива в том, что вполне возможно это будет необходимость, а когда это будет необходимость, вы даже не сможете узнать, как это сделать. Потому что тогда это будет намного проблематичнее, чем сейчас. Только что был фриз, довольно приличный. Возможно, вы его не видели. Уже на 5-й минуте.
Это не 3 буквы. ЦМА это не 3 буквы, это другая история. Я вообще даже не знаю, к какому классу программа это относится. Это вообще программа, это больше настройка, наверное. О, видели, какой фриз? Просто залипалово было. Это оптимизация процессора называется. Это оптимизация проца. Просто завис. Ну ладно. Обходная зарядка есть. Ну, вы можете... Конечно, сейчас тесты. Я даже не заползал толком, что там есть. Что вижу, о том и говорю, как говорится. Да нет, с чего? Вы думаете, они обходную зарядку? Нет. 99% что нет. Ну тут 60 FPS, вот, видите оптимизацию. Уже 2 фриза было лютых. Прям приличные фризы были. Как у кого вечер проходит? Загорать кто завтра едет? О, я таких штук не видел, кстати, еще. О, подфризивание, потому что эффект был. Угу. Так. Все. Вовремя я его нашел, конечно. Это было, если что, сарказм. Самаре холодина, шутник-то. Ну, август, я не знаю, как у кого. У меня здесь тоже зима. Ну, такая душно-жаркая зима. Так, и что, и где? Well done. 8 минут отработали. Буду переезжать из квартиры в дом. Это с счастьем происходит или нет? Дом обычно это тяжело. Вот у кого не было знакомых даже с неограниченными финансами там вплоть до того, что жаловались, вот садовника нормального не найти, дворника нормального не найти. Так, про грибы гоню завтра. О, вот чего мне не хватает, это грибов. Вот теперь я есть захотел. Хочу грибы. И если что, я имею в виду, да, обычные. Жареную картошку и грибы. Ну, а здесь тоже же ем одну лапшу. Мне кажется, у меня даже эти продавцы лапши спрашивают, как я могу есть одно и то же столько месяцев, лет уже второй год. Я второй год ем одно и то же. Вот. Пора уже новый флагман. Я хочу пиксели хочу, правда. Но опять же, вот пиксели, понимаете, почему я не прям люто гонюсь? Потому что они на тензоре, и вот у меня есть 8А, и это мракобесие. Это просто жесть. Он перегревается просто люто. И ну, вот именно, я не знаю, как у меня есть администраторы, которые с ними ходят. Жужу, наверное, он уже там раз в 500 лет у нас появляется. Я не знаю, как он с пикселем ходит, но это жесть. То есть я вот периодически хожу с пикселем, с пикселями, они греются все. То есть это тензор, это мазохизм. И не в играх дело, вот даже в съемке видео. Фризы, да, их нет, может быть, потом в записи, но когда ты снимаешь, у тебя ощущение, как будто он какой-то шлак снимает вместо нормы. 29 плюс, кайф. Кайф. Когда у тебя
29 плюс, это хорошо. Мне кажется, он уже чуть-чуть сбросил. Ну ладно, проверим. У кого какой любимый бренд? Давайте ради интереса, потому что самые стойкие 147 человек остался в онлайне. Может быть, человек 30 хотя бы могут вбить в клавиатуру именно бренд. Не надо модель телефона. Я, кстати, хочу сказать, что мне Honor 200 почти уже пришел. В продаже пытался в Sams, в Apple Retail устроиться, пока не успешно. О. А что у них? Хватает людей? А если в какой-нибудь МТС, CityLink, DNS, Эльдорадо с мобильниками? Может, им резюме твое не понравилось? Ты не рассказывал бы, чем ты занимался до этого? Такие, не-не-не, нам правдорубы не нужны. Еще окажется каким-нибудь шпионом. Покупаю только Xiaomi. Xiaomi, iQOO, OnePlus, Xiaomi, OnePlus, Sony Ericsson. Sony тогда. Made by Sony. И где? Не Волдана. Еще один прогон хватит. Самс. Данил. Опа. Дмитрий, круть. Вот, Дмитрий, ты напиши лучше опа, чтобы они тебя взяли куда-нибудь. У них же есть официальные магазины. Или Realme. Или у них нет official сторов. Напиши, я у вас выигрывал в конкурсах. Или устройся к ним бренд-менеджером. Скажи, я советовал тебя взять. Может быть, кстати, это в другую сторону сработает, в хорошую. Я не знаю, кому ты там скажешь, но все равно. Ну, с кем-то ты там контачил. Это не сарказм, кстати. Хотя, мне кажется, со всеми блогерами есть какая-то связь ментальная. Хотя бы через меня. Так, и BBK. Ну, BBK это прям очень много брендов. Это не бренд. Это концерн. Опа. Вот. Наконец-то я нашел рекламщика Текно. На стриме я шучу. А почему Текно любимый бренд? За что? Чем они, по твоему мнению, лучше остальных? Сейчас еще Фантом ты напишешь, и я такой, вау. Сэм А. Ну, да, ну потому что, да. Потому что Android 12 версии, стыдно признаваться, с 7-нанометровой технологией. На техноканале, на стриме сказать Huawei это, ну, можно, но могут и спросить, допустим, как про Текно. Хотя на Текно я знаю ответа. Никак, я ее не смотрел. Смысл мне смотреть презу, если я все равно куплю девайсы? Вот я-то не выбираю ничего. И, во-первых. Во-вторых, у меня нет тупо времени.
Я, правда, не интересуюсь новостями. Ну, я интересуюсь новостями техники только в том объеме, что вот что-то вышло. Ну, все. Но не интересуюсь как таковыми вот этими вот штуками. Может быть, супер крупные это Xiaomi-шки, вот что-то такое, знаете. Раз в 500 лет. Греется. А я не знаю. Да ладно, не Huawei, конечно, Honor. Не нужны нам нормальные процессоры, не нужны нам гуглы. Не нужно нам знать, что у нас Android 12 версия. Вообще он самый стабильный, а еще стабильнее 9, а еще и 6 еще стабильней. 5, 3 и 1. Вот все. Все они стабильнее точно, чем ваши вот эти вот 14 андроиды, о которых мы знать ничего не хотим. Вот примерно это рекламный слоган Huawei. 16 минут он уже греется довольно неплохо. Во, Дмитрий, я тебе говорю, что у тебя как бы связи, по идее. Где, кто сказал, что Huawei первый эшелон? Ну, в Китае за счет того, что их раздают. Вот когда их будут раздавать какой-то бренд в России на заводе, прикиньте, вам придут и такие, ну-ка, забери Apple, вот, чтобы продажи были. У них сервер есть, сам по себе это бренд первого эшелона. У них сетевого много очень оборудования продается. Аксессуары супер топовые. Сказать, что они выпали, нет. Да считайте, Honor это тот же Huawei. То есть просто-напросто нужно делать вид, что они вне технологии. Ну и они вне технологии, соответственно. Кстати, что-то тоже никто пиксели не вспомнил. И айфоны. И айфоны тоже никто не вспомнил. Ни у кого нет любимого бренда Яблоко. Потому что не престижно. Видите? Тоже засмеют. Как и я каждый день, у меня друг Владимир здесь. Вот если мы спорим по поводу техники, ну, у него упорно, я не буду покупать iPhone Яблоко, вот хотя сегодня он написал, а как на iPhone установить два Алиэкспресса, глобальный и русский. Я говорю, никак, ну, то есть, может, вы знаете как. Он такой, вот он, зачем он нужен? Я говорю, откуда он у тебя появился? Ты же не покупаешь их. И вот он у него часто вопросы. И с ноутбуками тоже. Там купил этот LG себе тоже. Потом я ему показал свой, он его потестировал один день и чего-то как-то не захотел. Теперь продает его. Вот. И для того, чтобы, кстати, купить потом следующий ноутбук, я им сказал, что для его... А его цели и задачи это просто посерфить в интернете и все. Ну и попечатать что-то. Я говорю, купи яблоко. Нет. А ему нужен ультрабук. Ну, я думаю, через года 3 он к этому придет. Потому что если у тебя чисто рабочие задачи, без игр, это вещь, которая может закрыть... А, про iPhone вспомнил, один человек написал. Ну, круто. Самая обширная категория людей с гаджетами. Это люди с айфонами, которые еще при этом работают. Даже супер старые. Нет, до 20 тысяч компактных нету. Все, что вы купите компактное до 20 тысяч, будет очень плохим. 20 минут было 77, да? Стало 71. То есть 6%, 18% в час. И сейчас мы увидим, насколько он сбросил яркость. Потому что он нагрелся уже довольно прилично. Дайте мне минуту закончить с боссом. Так, еще раз. Да, 18% в Diablo.
Сейчас. Ну что, если уже дошел до босса. А, это босс? Нет. Кстати. Может, это босс. Что, если это босс, то вообще все уже в кармане у нас. Окончание банкета. Так, а я не то нажал, не то нажал, не туда. Все. Rift completed. А, это не босс был. А, или босс. Босс. Все. Продам все. Так, яркость 5 секунд. Да, но они будут очень печальными за 20 тысяч, прямо скажем. В люксах, люксы. 720. Ну, то есть 100 люксов он сбросил, это не критично. Прямо скажем, вообще не критично. Все, закрываем все эти дела. Заходим в ускорение игр и 20 минут в PUBG. То есть мы видели 2 фриза довольно приличных за это время. Но, кстати, по поводу температуры. То есть ощущение, что он тепленький, но никакой критики я бы не сказал. Прямые грани рулят все-таки. И... Ага, я не... нет, догрузил, видите? Просто надо обновить кое-что. Немного, но надо обновить. Хорошее у меня настроение сегодня. Спасибо всем, кто пришел. Какой-то все равно движ есть. Конкретный. Нытье у меня сегодня только по поводу того, что не забываем, если у кого-то есть премиум в телеге, дайте мне, пожалуйста, свой голос. В телегу скидок. 186 осталось. То есть вообще, ну, чуть-чуть. Сколько батареи? 5500. Так, грузится. Грузится, ждите. Чтобы не подтормаживало, из-за этого мы не говорили, что вот тормозит из-за того, что он, подлец, не догрузил. Рамзес, мы еще не начинаем. Надо прогрузить все, чтобы оно установилось. Это быстро будет, но все равно надо. Света, вы все еще здесь. Сколько у вас времени уже? 11 часов? Московская. Я про процент батареи. Я понял, да, хорошо, в общем, сидим. Дмитрий, да. 7А полет отличный, не играю, видео долго не снимаю, все летает, да, поэтому пиксель хороший вариант для определенных потребностей. Можно будет обновить на флагман в качестве игрушки. Тоже имеет право на жизнь. А не помните, за сколько вы его брали? Жду Санева, но Виктор, не надо. Какого именно топа? Только не видео. Потому что за видео там будет просто жесть. Там меня... Это будет первый... Я думаю, что меня даже телеги людей, которые меня специально не вспоминают, даже косвенно. А, нет, вспоминают. Те телеги, которые, в общем, типов, которые красят ролики, у которых штат 30 человек, которые продают Red Magic из морозилок. Вот они вспоминают всех, чтобы с себя стряхнуть вот эти вот всякие, на них птички наделали. Всякие птички. Без рекламы, без шильдиков рекламы. Много чего выгружают просто. Слишком много. Поэтому у них стресс по поводу остальных блогеров. Вот это самое тяжелое в техносегменте. Когда ты имеешь на руках железку, смотришь чужой обзор,
С него приходят тебе люди и предъявляют тебе, что ты балабол. А ты четко понимаешь, что там, ну, люди реально в голову едят, или в голову их кто-то укусил, по-другому можно сказать, что не видеть, что их разводят просто. Московская. Спать не пора? Или пятница, можно в клубак идти. Я, кстати, вчера, говорю, всю ночь по клубам. Вспомнил молодость. Сегодня все с утра болело. Все. Я вчера прыгал в китайском клубе, называется Голливуд. Там были, наверное, 2000 азиатов, в основном японцы, кстати, не китайцы. Ну ладно, 70% японцев, 30 китайцев. И нас было 2 типа русских. Вообще френдли все. Френдли. Я там разбил стаканы, как всегда, нечаянно. Покупал iPhone, Etaphone 2, поигрался и выкинул. Ну, не самый плохой смарт был. Но, опять же, это была реализация, мне кажется, средств, выделенных на. Так же, как тема с нашими всеми этими видеоплатформами. Я говорю, посмотрим, к чему это все приведет. Но это приведет к тому, что просто умрет самый, наверное, мощный в мире контент-мейкинг в России. Ну, я считаю, что в России был один из самых мощных контент-мейкингов. Генерировали вообще все. То есть такое количество контента, ну, я не видел нигде. Ни на каких, ну, даже у индусов его меньше. Сейчас его убили. Ну, то есть его сознательно решили такие, а он нам не нужен. Не нужны нам эти скоморохи. Ну, окей. Окей. Никита, ну я ездил еще снимать примеры съемки. Фраза отдыха, она такая сомнительная. Все, он уже устанавливают, наверное, все. А, нет, стоп. Ну он все равно ищет пока. Пока он матч еще найдет, как раз все установится. Мы же все равно засекать не засекаем. Тебя вспоминают, даже мемы делают. Это кто, Ирина? Я говорю, мне кажется, что я вообще вне сети 7 лет. Но мне, говорю, у меня есть очень хорошие друзья, у которых очень... Ну, они владельцы именно каналов миллионных. И, не знаю, они говорят, что вот как бы мне повезло занять какую-то уникальную нишу, что я как бы и никто, но как бы кто-то меня видит в сети. И все. Я с ними согласен. Ну, то есть, что как бы знают, что есть такой канал, кто интересуется техникой, и иногда к нему обращаются. И для меня это, наверное, самое важное. И да, я считаю, что какими-то моментами мы с вами лидеры мнений. Особенно наши телеги взаимопомощи. Так, пока он показывает какого-то лешего 50 FPS. Так, нас это не устраивает. Мы все это дело в графике меняем. Ага. Серьезно? Заметьте, оптимизация процессора. Почему не Snap, да? Light. Реально Light. Ты даже HD не можешь выставить. 90 FPS ты даже не можешь выставить HD. Спасибо большое, МТК. Моя твоя К. Ладно, будем танцевать от этого. Так, 68%. 68%, и подождите, я включил его. Да, Wild Boost. Wild Boost. И надо секундомер. За 9, за 180 баксов нормальная цена. Ну а куда вы хотите? 150? Ну, вероятность его за 150 выцепить очень низка. Брали, Сергей, ну да. Света, я вас уверяю, я каждый день в каком-то смысле отдыхаю. Вот. Мне что надо для работы? Телефон, все. И все. Ноутбук, телефон. Ноутбук можно и в баре поставить, я вам прямой текст. У меня, знаете, сколько дней прошло в баре? Я сидел, работал и смотрел, как народ радуется жизни. Вот. Я люблю картинки. Плюс, если говорить, допустим, про возраст, не возраст, я один черт прыгаю, как бешеный, и что в подростковом возрасте, там, что в зрелом. Ходил в клубаке, если ты пришел, ты должен оттуда весь мокрый выйти, и у тебя должны люди приходить и спрашивать, есть что?
Если вот к тебе подходят и спрашивают, есть что, значит, все нормально. Значит, у тебя еще зажигалка где-то работает. Неважно, как это выглядит. Ты ж туда идешь как за аэробной нагрузочкой. Попрыгать, подергаться. И пусть все будут думать, что ты под чем-то. Под радостью какой-то непонятной. Опять же, это мой взгляд. Генерировать радость. Ну, я прям вчера нормально. Я говорю, может быть, я просто с пацаном, для меня, пацан, ему 30 лет, ходил, но он выглядит на 20. Это было вообще прикольно. Такой прям востребованный тип. И одному не так весело, потому что до одного доколупываются, а когда вдвоем не доколупываются. Никто. Не достают ничем. Так. Так. Тач. Ну что же это такое? Это вот я, да. Наверное, лучше гивап. Я даже гивап не могу сделать, видите? Прям как про меня на свадьбе год назад не моей. Все конкурсы выиграл. Виктор, да, да. Если отдыхать, то отдыхать. Если гореть, то гореть. Алексей, сразу видно, вы не мой зритель. У меня сын жил месяц. Не месяц, 5 недель. Вот сейчас полечу опять к детям через месяц. Никита, ну вопрос скорости. Знаете, как я когда работал с зеленым человечком, меня все время умиляло, что, допустим, утрированно я печатаю десятипальцевым способом, и я делаю и документы, ну, я реально делал все быстро. И вот почему, если человек рядом со мной делает что-то в 10 раз дольше, я должен делать в 10 раз больше объем работы. И очень много вещей, которые я в жизни делаю, я делаю, правда, довольно быстро и оптимизированно. По этой причине нет каких-то вещей. Плюс я не делаю то, чего мне не нравится. Понимаете, когда вы делаете то, что вам нравится, то скорость того, что вы делаете, и, во-первых, вы это не замечаете, во-вторых, скорость того, что вы делаете, увеличивается. Плюс вы оптимизируете. Допустим, все, кто мои ролики смотрят, может заметить, что мне не особо нравится анализ фотографий, потому что я считаю, что человек, который интересуется фотографией, он в жизни не будет никого слушать, потому что это такая вкусовщина, и я ее делаю минимально. То есть я не считаю, я уважаю как раз зрителя, я считаю, что если зрителю не наплевать, он пойдет скачает исходники, и если он реально рассматривает какой-то из смартфонов для себя к покупке, он не будет меня долго слушать. И мне это не нравится. То есть я мог бы растягивать ролики по 40 минут, анализируя здесь вот самое стабильное. Здесь замылено, здесь шумы, здесь... так, 5 секунд. Здесь работа со светом лучше, хуже. Опа. Но лучше аудиторию сподвигнуть на то. Опять же, видите, вы когда сами начнете скачивать, вы будете видеть больше недостатков, потому что вам свои деньги тратить. И, разумеется, это не подвинет вас точно к покупке. Но это, опять же, особенность моего контента. Мне не нужно ваше подпинывание. Надо подпинывание, чтобы вы скачали и решили для себя сами. Так, и где тут? Еще один бот. Не бот бы меня уже снес. Дмитрий, да это не самое тяжелое, это самое простое набалаболить это дело. Потому что, говорю, взглядов может быть разных очень много. Светоощущения, там чего только нету.
Это знаете, вот опять же, Дмитрий, ты же пишешь обзоры, ты же видишь, как делают блогеры. В одном ролике он говорит, кроп не важен. В другом, когда ему продать надо, кроп важен. В третьем, важна основа. В четвертом, основа не нужна, нужен телевик. В пятом, как можно покупать смартфон с таким ультрашириком? Хотя у 3 до этого смартфонов были точно такие же ультраширики, еще более шакальные. И здесь, ну вот, если баллы в Antutu, там игровые возможности, скорость зарядки, перегрев, как он ловит там Wi-Fi, еще что-то, это чистой воды цифры объективные, то видео и фото это чистой воды субъективщины. И по видео ты должен дать максимум примеров, и по фото максимум примеров, и обязательно в сравнении, потому что без сравнения это абсолютно бесполезная белиберда. То есть примерно ищешь такого же класса устройства за те же деньги, желательно с лучшей видео и фотокартинкой, и сравниваешь, что я делаю обычно. Обычно у меня это дело получается, но не всегда. Я в Москве, мне 3 достаточно, с вами отключил все. Поезд потом зато. Так, что поезд потом зато? Тихо. Кто поезд потом зато? Драконить. Уже 7 минут, кстати, отыграли, и он уже сбросил яркость, но не сильно. Но по поводу Redmi говорит, что это не... Да, Redmi позиционируются как игровые устройства, поэтому мы к ним должны более требовательно быть. Напоминаю, что единственное, мы играем в PUBG на 90 FPS, но опять же на лайте, то есть тоже такое себе тестирование. Я себе не противоречу, но реально графон минимальный. И хочется сказать, вы там очумели, короче. Люди выбирают по дизайну. Нет, это вас убеждают, что люди покупают по дизайну, потому что вы смотрите блогеров, которые рассказывают вам про эмоции. И все. А что продают? Эмоции. Красота, эмоции, да, они лучше. Потому что когда ты циферки начинаешь разбирать, ты думаешь, а зачем мне это надо? У меня примерно такой же смарт. Когда начинаешь сравнивать фото, то же самое. А может, у меня даже лучше. Когда начинаешь сравнивать видео, так у меня лучше. И все. И вопрос, а зачем тебе новый смарт? Ну, вероятнее, не всегда он тебе нужен. Вот. Так, а куда мне ехать-то? Туда. Ну, потому что ты понимаешь, это что из пустого порожнее, Дмитрий. И без сравнения это вообще никак. То есть, если ты просто будешь анализировать, что ты будешь говорить? Ну, ночью шумы. Ну, шумы относительно кого? Больше. Больше у кого? Опять же, там красит. А кто не красит? И, ну, такие моменты, что какие-то клише одинаковые абсолютно. Где тип по мне стрелял? Одинаковые слова, просто в разной последовательности чуть-чуть. Все познается в сравнении. Так, где типы все? О! О, ничего ж себе, одним выстрелом. Хороший бот. Сейчас, кстати, даже юморные передачи не юморные. Старые, там, трехлетней давности повеселее смотреть значительно. Вот. Игрушки погонять и распаковку записать, да? Но опять же, тут объема, ты поиграй 10 раз, 50, 100, 500. А еще в те игрушки, которые не нравятся. Я говорю, да, размывать каждый день смартфон это тяжко. Даже через день тяжко. Вот там 1 из 3, это норм. Так. 1 из 4. Ширик 8 миллиметров. Да, ну не ширик, ультра ширик. Они, конечно, ставят
прям вообще непонятный. Тихо. Четверочка. Ладно. Пройдемся, как говорится. Опа. Ты человек был или дроп? Дроп. Ага. Не бота. Это не бота. Где? О. Бот? Скорее всего, бот. Там тоже кто-то был. Нет? Так, а чего тут? Опа. Все вижу. Опа. Опа. Я его снес? Да. Как хорошо нас посносили. Нас 3 уже здесь, да? Ну, ничего. Все бывает, как говорится, так сказать. 13 минут. Так, от PUBG POC 6 лучше POC. Тоже довольно такая, видите, сомнительная тема. Почему? Потому что только смарт вышел. Гонять его в этом деле особо неохота. Почему? Потому что нагрузка не та. Вот сейчас еще минута пройдет, я засеку, наверное, заряд, и потом мы зайдем в Гену. Какие я игры? Я играю в то, что нравится. То есть мне Diablo нравится. Смотрите-ка, он в прошлый раз у нас не догрузил. Давайте догрузит сейчас. Установит. Так, а подожди, а чего я жду? Я же могу вот так сделать. 650 люксов. То есть 15 минут после 15 минут, 20 минут в Diablo он вывозит. Еще 30 секунд, а потом засекаем. Так. Сколько у него было, Рамзес? Посмотри, пожалуйста, ты писал. Заряд. Час еще 13 секунд, можно оценить. Так, ну смотрим. 62, то есть тоже 18 на 4. Не, на 4. 24%. То есть в PUBG New State 24. Окей. Теперь включаем Genshin. Угу. Надо попытаться еще 15 минут вытянуть. Почему вытянуть? Потому что вот сколько у меня времени. То есть у меня без 24. А мне надо еще съездить одну штуку отвезти. А ездить мне минимум час. Вот.
Да ладно, еще 7 гектар, он же докачал его. Вот, кстати, днем, когда качал, было 7 гигабайт. Ой, 7 мегабайт скорость. А сейчас, видите, 13. Но обычно, когда я днем качаю, ну пусть качается тогда. Опа. А, стоп, там что, дождь? Может быть, я никуда и не поеду. Не забываем прожать лайк. Те, кто подписан на ТГ скидок, призываю вас дать мне свой голос, чтобы я смог делать по 2 истории в день, а не по одной. Там осталось 186 голосов. Учитывая, что 700 набрали, это все-таки в процентном соотношении не особо и много. Если его сравнивать с 14 Mi 14 Pro, да минимально. Но на данный момент оптимизация нулевая. Никита, ну, может быть, можем еще... Ну, на данный момент оптимизация 0. То есть, что мы сейчас можем увидеть? Что он сбросит яркость, что он будет фризить. В PUBG он не мог фризить, потому что настройки минимальные. Для такого процессора это на один зуб. В Diablo у него было 2 серьезных фриза. И опять же, там тоже не максимальные настройки. МТК как делает? Супер классный прокачанный процессор с большим количеством антуту, но куда вы в солите будете, если ничего не оптимизировано под них? Да, будет обзоры на пикселе. На 9 и 9 Pro у меня деньги есть. Вот. У меня на все, в принципе. Говорю, на года 2 у меня деньги есть. Главное, чтобы хоть какие-то просмотры на YouTube были. Пока они такие же. Пока ничего не поменялось. Даже монетизация больше, повторяюсь. Вот сейчас она 45 баксов. До этого была до блокировок 20. Ну, то есть не на 250%, но в 2 раза. В 2 раза тоже, как говорится, неплохо. Уже завтрак скоро у Сани. Приятного. Да, я сейчас поем и, наверное, спать. Не поеду я все-таки, если там ливень. Потому что у меня аж байки. И мне кажется, что вам нет смысла сидеть ждать. Потому что, может быть, в доп сделаю мини-стрим. Может быть, в телеге как раз по игре попробую. В личной. Как он будет в гене 30 минут. Здесь, наверное, заканчиваем. Заканчиваем чем? Что МТК на то МТК, что пока ничего в нем суперского нету. Вот смотрите. Понятно, что русского нету. Мы открываем камеру, допустим, ожидая чего-то, чего-то. Мы, конечно же, это чего-то получаем 8К 30 FPS. Круто. Круто, согласитесь, прям хорошо. Но, когда мы заходим в тот же ультраширик под видео, он максимум может снимать в чем? 1080p 30 FPS. То есть это предел. 1080p 30 FPS для ультраширика в таком смартфоне, я считаю, это неприемлемо. А еще неприемлемо вот. Это не мое лицо, хотя мое лицо тоже кому-то неприемлемо, а это фронталка. Фронталка на выбор у нас 1080p и 720p. И самое ужасное, ладно, 1080p. Так здесь еще и 60 FPS нету. То есть нету 60 FPS у фронталки, и это по мне фейл. Понятно, что тут у основы X2 там оптический, я, по-моему, оптический зум у него. Ну, это не важно все. Потому что режим режиссер, что он делает? Размытие. Ну-ка, 120 FPS есть в режиме режиссер? Нету 120 FPS в режиме режиссер. Спасибо им за все дела, за проверку экспозиции, за все остальное. Но я думаю, вы поняли, что
смарт не просто сырой, а у смарта одна огромная проблема. В чем она заключается? Правильно, она заключается в том, что у него процессор МТК, и его даже нереально проверить ни в чем, потому что где? Ну вот в видео вы увидите его примеры, потому что видео он работает в, допустим, 3D-марках всяких, я сейчас вам покажу. Стабильность неплохая в том, что он проходил у меня Solar-based Stress Test 81%, Wildlife 64% не очень хорошо, но, кстати, за что ему огромный плюс, и скорее всего, да, это 14T Pro. Мы врубаем AOD, смотрите, AOD, и отображение есть всегда. У Поко обычно такого не бывает. То есть, ну, это радует. И да, видите, что часть уже через сет-эдит на русском языке менюхи. Хотя cancel, еще что-то. Ну, хоть что-то он перевел. Вот. Огромное спасибо всем, кто пришел. Обращаю внимание, что вы можете чувствовать, как у нас говорили, свое мнимое превосходство. Почему? Потому что доступ к информации, доступ к интернету, неважно, это я или то, каким образом сервируется стол или мультики в самой большой базе видео в мире, это must have. То есть, если без фотографий можно как-то жить, если шорцы превращают твои мозги просто в желе, то без полезной информации жить неразумно. Во всяком случае, так считает минимум 200 человек в онлайне, которые сегодня были. Огромное спасибо, что вы пришли. Я считаю, что коллективный разум, когда пользуется из 140 миллионов 86 миллионов человек, все-таки победит маразм. И повторяю, что уровень маразма может быть, если не говорить про маркетинг, очень разным. И еще раз, примите законы, которые, допустим, нельзя вещать на YouTube о политике, о новостях. Вообще нельзя. Иначе уголовка, 20 лет, конфискация вместе с родственниками. Ну, то есть вообще какую-нибудь жесть. Оставьте платформу. Оставьте платформу. У меня все мои родственники, знакомые, бабушки, дедушки, все пользуются. Все. Никто тебе за инфраструктуру тебе платить не надо. Ни за что платить не надо. И это просто какая-то лютейшая дичь. Вот. Монетизацию отрубили, люди без рекламы. А или их напрягало, что люди без рекламы смотрят. Короче, я свое сказал, и я считаю, что люди, если все будут думать одинаково, что-то меняется к лучшему всегда. Ну, а на любой хитрый есть более хитрый способ. Спасибо за науку, как говорится. Огромное спасибо всем, что пришли. Мое нытье и депрессия закончится в конце сентября по поводу этого. Почему? Потому что, когда я увижу, я сейчас хотя бы 2 недели полью более-менее адекватный контент, когда я увижу, что просадки нет, на данный момент ее нет, вообще ноль, я перестану на стримах это вообще вспоминать. И все. Главное, чтобы меня здесь не триггерили по поводу платформ, которые рассчитаны на 100% на политконтент, и в них нет места для техноблогинга вообще ни в какой мере, кроме как для Вилсакома одного, и все. И то не просмотра, а именно показа. Так что красава, Никита, Константин, архитектор, мистер, премьер, Рамзес, Ирина, Дмитрий, Кастро, мистер, Грачи, Виктор, Дмитрий, Светлана, Дмитрий Гордиенко, Universal, наверное, уже ушел, если он вообще приходил. Апоссум, которая точно ушла. Всем огромное спасибо за стрим. Если что не понравилось, пишите. Я комменты читаю, как бы я ни выделывался. Вот. Надеюсь, что... Не, на том... Понятно, где мы отоспимся, Андрей. И это правильно. Всем добра. Увидимся завтра с топом до 20 тысяч рублей, за которые меня будут есть всем интернетом, как всегда. Но, в отличие от остальных, мне не лень будет включить вот так стрим и объяснить свою позицию. А вот это вот все разжиревшее, оборзевшее в каких-то местах очень многие люди в интернете, считающие, что они
истина в последней инстанции. Они пусть сидят дальше на своем троне. Мы на земле покопошимся и объясним, что, как и почему. Всем добра, увидимся на следующем стриме. Следующий стрим, скорее всего, либо прожарка вот это дело, либо реально я соберусь S24 Ultra, еще раз буду жарить железно, либо Fold 6, либо Honor 200 придет мне, и я его буду жарить, потому что он будет на глобалке, а китайский меня прям, он был нереально крутой. Насколько я люблю хейтить Honor, он был крут. И купила я его, по-моему, вообще за 29 штук. Еще раз, всем огромное спасибо за стрим. Классически добра и удачи вам, дорогие друзья.